Я работаю в частном музее для богатых и знаменитых, но один пугающий случай заставил меня уволиться. Автор рассказа Элси Симпсон. Музей открылся без публичной огласки. Он открывается раз в неделю, ровно в 6 часов вечера, ни раньше, ни позже. Любое оправдание, например, задержка частного самолета, не срабатывало, и только те, кто находился за воротами в 6 часов, допускались внутрь. Никто не знал, где находится эта гигантская игровая площадка для богачей, даже сам Господь. Да и Бога в этом месте не было. Его роль исполняли богатые и знаменитые, и они были безжалостны и жестоки. В день открытия здесь не было ни охраны, ни персонала, только я. Это было грандиозное здание, в котором отсутствовали любые правила, и создано оно было только для 1% лучших из лучших. Причиной, почему там не было сотрудников, была той же, по которой Майкл Джексон в 2000-х закрыл целый супермаркет на весь день. Безудержное веселье без надзора осуждающих глаз. Я сделал то же самое, что делал в каждый день открытия. Поправил темно-бордовый жилет, причесался, начистил ботинки. В 5:59 я пружинистым шагом спустился по мраморной лестнице. Не от волнения, а скорее от нервозности, вызванной внушенным страхом. Музей вот-вот готов был снова стать их магазином игрушек, главной игрушкой в которой был бы я. На этот раз я мог только молиться, чтобы они подождали хотя бы до полуночи, прежде чем попросить меня показать наши мистические артефакты. Я молился, чтобы они не выпустили ее. Фойе было огромным, высокие золотые колонны были втиснуты между мраморным полом цвета слоновой кости и потолком со стеклянной мозаикой, сквозь который пробивался свет звезд. Я подпер рукой дверь в 3 человеческих роста и взглянул на часы. Было ровно 6 часов. 4 напыщенных мужчин и 2 шикарные женщины самодовольно вошли внутрь. Они были одеты в меховые шубы, крокодиловую кожу и были с головы до ног усыпаны бриллиантовыми украшениями. Все это выглядело откровенно комично, хотя, конечно, не для меня. Я видел все это уже десятки раз. Тем не менее, позади был один мужчина, который, по всей видимости, не слишком хотел показывать свое богатство. Он был одет так, словно вышел в магазин. Синие потертые джинсы и зеленая футболка. Я задумался о том, чем же он зарабатывает на жизнь, но этого я знать не мог. Но что я знал наверняка, так это то, что через несколько минут выражение его лица говорило, что он готов убить меня просто из спортивного интереса. Экскурсия начнется прямо сейчас. Если вам нужно оставить какие-либо вещи, слева от вас есть вешалка для одежды. Я не рекомендую вам сворачивать с маршрута. Я настаиваю, чтобы вы все следовали за мной по нашему экскурсионному маршруту. Выбор, однако, конечно, остается за вами. Я произнес эту фразу наизусть, так, словно читал ее с листа. Маршрут начинался так же, как и всегда. Я провел богачей через левую часть музея. Мы прошли мимо исторического и военного залов, мимо живой стены, мимо выставки Марианской впадины. Там были выставлены ранее невиданные людям существа с самого дна океана, помещенные в гигантские титановые резервуары под давлением. Эта часть нравилась мне больше всего, но останавливаться на ней было не время. В день открытия в коридорах всегда было пугающе тихо. Территория музея занимала сотни квадратных метров, так что никто не мог скрасить мое одиночество в такие долгие ночи, как эта. Были только я, богачи и экспонаты. Дойдя до развилки, где коридор налево вел к экспозиции паранормального, а направо в комнату с насекомыми, мы остановились. «Пожалуйста, не смотрите туда, пожалуйста, не смотрите», – думал я. «Сюда, пожалуйста». «Почему вы все останавливаетесь здесь?» Я знал, почему. Они увидели стеклянный шкаф, который возвышался у двери в коридор выставки паранормальных явлений, и их одолевало любопытство. Шкаф был накрыт пыльной простынёй, и только я знал, что под ней скрывалось. Но также я знал, что его лучше не трогать. «Мы можем взглянуть на ту вещь?» Тихо произнес голос сзади, и внутри меня все разбилось, словно кто-то опрокинул вазу. Я должен был сохранять улыбку. Не выдержать этого всего еще в начале тура было бы трагично. Мы вернемся сюда после полуночи, как только исследуем остальную часть. Меня сурово перебил один из мужчин. «Мы заплатили за эту кучу бабок», – рявкнул он. «Дайте нам взглянуть». Я так сильно дернул себя за волосы, что удивляюсь, как я не вырвал их со своей головы. «Пожалуйста, не заставляй меня показывать ее тебе. Я не хочу ее будить». «Дай нам посмотреть». В разговор вклинились и остальные. Я не впервые столкнулся с психологическим давлением, но в моем договоре было категорично прописано не вступать в споры. С трудом сглотнув, я медленно и неохотно произнес: «Да, конечно». Моя рука неохотно потянулась к ткани, словно я собирался схватиться за горячую сковороду.
Я стащил графитового цвета простынь с бокса и щелкнул выключателем. Флуоресцентные лампы вспыхивали с тиканьем, мерцая в стеклянном шкафу, возвышавшемся перед нами. Женщина внутри была отвратительно высокой, под 2 метра. Будь она чуть крупнее, ее голова была бы склонена на бок. Иногда, впрочем, так и случалось. Ее черные волосы струились по бледным блестящим плечам, как пепельная ива. Лицо было пластичным и шелковисто-гладким, как поверхность детской куклы. Под стеклянным шкафом была надпись «Мариетта, 1973-2004». Заплывшее лицо толстяка смотрело вверх, совершенно заворожённое худощавой женщиной. «Как?» Он откашлялся. «Как она умерла?» Я задумался. Выражение моего лица менялось под мерцанием ламп. Они щелкнули и снова моргнули. Мне больно это говорить, но когда-то она была экскурсоводом в этом музее. Моя рука коснулась холодного стекла. К сожалению, через несколько лет работы у нее случился психический срыв, и она скончалась. Богачи испустили несколько вздохов. «Скончалась?» – раздался женский голос из толпы. Мои челюсти сжались. Она до смерти накачала себя пластификаторами. Именно поэтому нам удалось выставить ее здесь. Ее тело почти полностью превратилось в пластик. Свет погас. «Сейчас свет включится», – успокаивающе сказал я. «Эта история – полный бред», – прогремел мужчина. «К сожалению, она совершенно правдива», – возразил я. Она оставила завещание. Ее желанием было отдать себя музею, так же, как… Я сделал паузу. Музей отдал себя ей. Свет внутри кейса снова зажегся. Мое сердце ушло в пятки. Как оказалось, щелкающие звуки исходили не от ламп. Скрип исходил от ее пластиковых суставов, приходящих в движение. Ветхий пластик скрежетал, как проклятая статуэтка. Теперь я видел, как ее голова склонилась на бок. Она, не мигая, смотрела на меня стеклянными глазами. Я схватил простыню потной ладонью и едва успел накрыть кейс тканью, прикрыв стекло, прежде чем кто-нибудь заметил, что когда свет выключился, она повернула голову. «Это все?» – сказал кто-то. «Мы можем потрогать ее. Я хочу почувствовать ее упругую пластиковую кожу. У меня прям мурашки по спине побежали», – сказал другой. Согласно моему договору, я не мог сказать «нет». Черт, эти богатые отморозки могли убить меня ради забавы и уйти безнаказанными, если бы не получили то, что хотели, и никто бы даже не услышал мои крики. Мне нужно было думать быстро. «Мы должны двигаться дальше». Я указал рукой в коридор. «Сюда, пожалуйста». Для некоторых экспонатов я добавлял душещипательные детали. Подпитывать их мелкими деталями было все равно, что сеять семена тайны в их умах, а тайны неизменно вели к неисчерпаемому любопытству. А любопытство до добра не доводит, вне зависимости от того, богач ты или нищий. Я не сказал богачам, что кукла ненавидит свою стеклянную тюрьму. Я не сказал им, что мы закрывали ей веки, чтобы она могла спать. Следующие несколько часов все шло гладко. Я разрешил гостям подержать жуков размером с младенца, которых мы специально заказывали из Мадагаскара. Они были очень красивыми и флуоресцировали, как солнечный свет сквозь грани кристалла. Я так увлекся своими рассказами, что почти забыл о пластмассовой поворачивающейся голове Мариетты. Мистер Джонс, богатенький парень, одетый как для похода в магазин, прищелкнул языком, когда заговорил. «Эй, экскурсовод!» Он закинул большой палец за плечо, указывая назад. «Мы сходим туда, чтобы взглянуть на кое-что еще». Я неохотно кивнул. Затасканные кроссовки заскрипели по мраморному полу, когда он и женщина исчезли в коридоре. В следующие несколько минут все шло просто отлично. Я даже впустил одну женщину в помещение, где мы держали стеклянных бабочек. Это были великолепные насекомые, почти невидимые невооруженным глазом. Полупрозрачные, но ядовитые. Остальные богачи молча зевали. В глубине души я знал, что же они хотят увидеть. Моя грудь сжалась. В тот момент мне показалось, что я начинаю ненавидеть свою работу. Из коридора донесся громкий звон разбитого стекла. Любопытство до добра не довело. «Прошу меня простить», – пробормотал я и побежал по темному коридору музея к разделу с паранормальным. Через несколько мгновений после того, как я побежал, я понял, что оставил двери комнаты с бабочками открытыми. Позади меня раздались крики и топот, когда гости побежали в противоположном направлении. Они бежали от порхающих существ, спасая свои жизни от смертельного яда. Было слишком поздно. Я должен был идти к кукле. Мое сердце упало, а я уже догадывался, что меня ждет впереди. Вечер больше не шел гладко.
За поворотом я обнаружил одну женщину, скорчившуюся у стены у окна. Она сидела вся в слезах, обхватив голову руками. «Что, черт возьми, случилось?» – заорал я. Ее горло сжалось, она с трудом могла выговорить. «Я не делала этого. Я ничего не сделала. Они...» Я поднял глаза. Стекло покрывало пол, словно здесь прошелся дьявольский град. Пыльное графитовое одеяло наполовину закрывало зияющую дыру с острыми краями в шкафу. Огни, мерцающие изнутри, словно насмехались надо мной. Я взглянул на часы, и мой желудок сжался. Еще не было полуночи. Еще не было и полуночи, а кто-то уже разбил витрину Мариетты, и она исчезла. Мое горло сжалось точно так же, как у женщины, ревущей рядом со мной. «Пойдемте со мной», – сказал я, протягивая руку. Мы встали и побежали. Мы бежали, пока не остановились, чтобы отдышаться, преодолев океанскую выставку и живую стену. «Что это за штука?» – сказала она, уставившись на персиковую стену. «Не прикасайтесь к ней, пожалуйста». Я не мог ясно мыслить, она была где-то там. Щелкая своими отвратительными суставами, она рыскала в коридорах в поисках пластика. Больше пластика, чтобы она могла стать идеальной куклой чревовещателя. Куклой, на которой она так зациклилась, работая здесь. Она станет куклой, и мы будем играть с ней. Точно так же, как и она играла бы с нами. «Оно выглядит живым». Женщина протянула руку к скользкой двигающейся стене. Я чувствовал себя потерянным. Я не мог этого вынести, это перешло все рамки. Бабочки, Мариетта, больные богачи, разбивающие все подряд и не неся за это никаких последствий. Похожие на пальцы капли со стены потянулись к ладони женщины. Толстые черви персикового цвета, ищущие тепла. Я шлепнул по ее руке. «Не трогайте стену!» – заорал я. Она ахнула, и я понял свою ошибку. Я нарушил контракт и подставил голову под гильотину. «Не смей прикасаться ко мне!» Она плюнула мне в ответ. От злости на шее у нее вздулись вены. Я поднял руку, чтобы успокоить ее. «Прошу прощения, мэм. Эта странная штука создана из живых клеток». Сам того не осознавая, я снова вошел в роль экскурсовода, несмотря на все происходящее. Та самая штука, в которую вы пытаетесь ткнуть, может съесть вас. Я не хочу этого слышать, спасибо. Мы немного постояли в тишине, не в силах ни думать, ни говорить. Я уставился на стену, как будто наблюдал за горячим огнем. Плоть на стене менялась, принимая разные формы. Персиковая слизь волнами растекалась по поверхности стены, приглашая меня взглянуть поближе. Внизу на золотой табличке было написано «Живая стена». Я вздрогнул. Ричард Джонс вернулся к нам. Его зеленая футболка была разорвана на шее, глаза запали, он был весь травмирован. «Дверь заперта, экскурсовод. Нам нужен ваш ключ». Я кивнул. «Сейчас». Я побежал в сторону фойе. Он не последовал за мной. «Мистер Джонс». Я повернулся к нему. Ричард Джонс все еще стоял рядом с женщиной, которая несколько минут назад рыдала. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня в тусклом свете звезд, льющемся через окно. Когда он положил руку на спину женщины и улыбнулся, я понял, что уже слишком поздно. Он с силой толкнул ее. Женщина вскрикнула и упала головой вперед на липкую персиковую стену. Ее кости хрустнули и неестественно выгнулись, когда щупальца из стены обвились вокруг ее шеи. Они с легкостью проникли в ее рот, медленно вырывая зубы, словно сдирая мясо с кости. Она кричала и кричала, пока в конце концов не забулькала, давясь мерзкой слизью. Стена съела ее целиком. На живой стене от женщины остались лишь очертания ее тела, а с поверхности торчали куски ее плоти. Ричард рассмеялся. Он продолжал смеяться и смеяться. В его случае деньги действительно могли купить счастье. Ужасающее, пугающее счастье. Меня замутило и чуть не вырвало прямо на пол. Голос из стены был глубоким, и поначалу его трудно было разобрать. Женский голос раздавался словно из самых глубин. Я повернулся, чтобы бежать, но увидел, что Ричард уже исчез, и я был в безопасности. Он получил удовольствие, которое искал, и сбежал, прихватив свое счастье с собой. Я не мог заглушить голос ничем до тех пор, пока он не исчез сам. Я, раскачиваясь, лежал под окном, заткнув уши и свернувшись в клубок. Мое сердце выскакивало из груди, в животе образовался узел. Я больше не хотел быть экскурсоводом. Я бежал, куда глядят глаза, ни разу не оглянувшись. Я поднялся по лестнице так быстро, что мои мышцы готовы были лопнуть. В ту ночь в музее прошло много времени. Прошли часы.
Дни открытия были длинными и ужасными, они не стоили никаких денег. Я вдруг обнаружил, что прячусь в кладовке уборщика на 2-м этаже, время от времени выглядывая в щель, наблюдая за ужасом, что творится снаружи. Через некоторое время, когда мерзкие люди закончили осмотр музея, я услышал, как Джонс пошутил о женщине и стене. Он и остальные богачи рассмеялись. Они смеялись и смеялись, и я уверен, всю обратную дорогу на своих частных самолетах в свои поместья они также провели хохоча. Когда наступила полночь, Мариетта уже спала, и я закрыл ей пластиковые веки. Мне нужно было подмести стекло и починить шкаф. Я снова и снова убеждался, что ужасы не зависят от стен нашего музея. Ужасы были внутри людей, которые посещали выставку в своей болезненной погоне за развлечениями и играми, в которых их игрушкой был я. Мне жаль, что они и с тобой играли, дорогая Мариетта. Выставка была отвратительным следствием истинной человеческой свободы, свидетелем которой я становился раз в неделю. Без своей стеклянной тюрьмы Мариетта все еще бродит по ночам по коридорам музея. Может быть, я не должен был уходить. Может, мне нужно было починить стеклянный шкаф, чтобы все исправить. У нее такая медленная походка, остекленевшие глаза метаются влево и вправо, раскатываясь как шарики. Ее голова бесцельно поворачивается по сторонам в поисках пластика. Ей нужно больше пластика, чтобы угодить музею, чтобы быть идеальным экспонатом. Прежде чем закрыть ворота, я задумчиво оглядел большое фойе. Музей был гигантским и пугающим. На мгновение я вспомнил время, когда все, что мне нужно было сделать, чтобы удовлетворить наших гостей, это показать им насекомых. На моем лице возникла гримаса. Я проработал здесь долгое время, а стены хранили в себе тайну массы ужасов, что в них творились. Богатеньких посетителей будет еще больше. А у меня, кажется, есть еще куча историй, которыми я могу поделиться. На прошлой неделе у нас в музее произошел инцидент, когда ядовитые стеклянные бабочки вырвались из своего помещения. Кто-то из богачей разбил стеклянный шкаф Мариетты, она сбежала и начался полный хаос. Я хотел уволиться, но спустя несколько дней я все взвесил и обдумал. Я решил все же остаться и продолжить работать в музее. Намечалась новая выставка, и я должен был быть там. Так вот, на этой неделе я оказался один в выставочном зале «Океан». Рыба-удильщик бесконечно кружила в бездне своего темного аквариума, ища выход, который она никогда, конечно, не найдет. Она подплыла ко мне, ударяя своей люминесцентной рыболовной приманкой о стекло своей герметичной тюрьмы и ухмыльнулась, обнажая тонкие зубы. «Привет, малыш». Я несколько задержался в этом зале, наблюдая за существом, что плавало в теперь уже маленьком ограниченном стеклом мирке. Оно так и не узнало, почему оказалось в музее и кто его туда поместил. Вместо этого рыба плыла и плыла, надеясь, что когда-нибудь стекло треснет, всего на дюйм. К счастью, кормление рыбы-жабы не заняло много времени. Желтая рыба сбивала облака пыли со своего аквариума, когда она неслась на своих плавниках-ножках неуклюжей походкой старой собаки. В этом отвратительном музее трудно было быть веселым, но эта комната всегда вызывала у меня улыбку. Я поднялся наверх, чтобы заняться бумажной работой, и даже не заметил, как в определенный момент я заснул прямо за своим столом. Но я расплатился за свою ошибку приснившимся мне кошмаром. «Я красивая, папочка?» – раздался глубокий приглушенный голос. По ее лицу, обрамленному золотистыми волосами, ползли мухи, глаза и рот покрывали черные расплывчатые пятна. «Я красивая?» Она говорила совсем не так, как София. У кошмара было лицо моей дочери, но ничего больше от нее. Должно быть, ей было трудно говорить, потому что мухи облепили ее горло и жужжали, когда она говорила. «Папочка, ты опять задремал?» – хихикнула она не своим голосом. Мухи бесцельно ползали по ее лицу, не переставая жужжать. Они жужжали, пока я не прихлопнул одну из них, которая уже ползала по моей руке. Я проснулся, застонав от внезапной боли. Запястье, по которому я хлопнул, покраснело, а в чудовищном фойе музея все еще отдавалось эхо хлопка. Бумаги валялись по всему столу, раздражая меня так же быстро, как и усыпляя. Списки погибших на прошлой неделе, заметки о сегодняшних гостях, жалобы, скукота. Бумага отлепилась от моей руки и полетела вниз на первый этаж с моей стойки регистрации, которая была этажом выше. Экспозиция океана и бессознательный уход от реальности, который принес мне сон, были моими единственными способами отвлечься от музея. Правда, только тогда, когда мне не снились кошмары.
Когда я пошел посмотреть на часы, то заметил, что прихлопнул вовсе не муху. Стеклянная бабочка расплылась по моей руке мелкой прозрачной крошкой, словно кто-то высыпал на меня блестки. Я потер руки, и прозрачные осколки, подхватываемые ветром, грациозно поплыли вниз по мраморной лестнице, как крошечные комарики или пылинки, сверкая в лучах лунного света, который просачивался сквозь стеклянный потолок. На мгновение мне захотелось, чтобы бабочке все же удалось ужалить меня и унести в лучшее место. По крайней мере, тогда мне бы не снилась моя покойная дочь, изо рта которой вылетали мухи. Рон, Джилл и остальной обслуживающий персонал собрали вещи и ушли. Шум прекратился. Больше не оставалось ничего, кроме как ждать прибытия гостей. Я снова был один, единственный сотрудник в музее, и я позволил своим мыслям унести меня в прошлое. Время до того, как я стал экскурсоводом. Пришло время открываться. Я причесался, вытащил воротник рубашки из жилета, начистил ботинки, спустился по мраморной лестнице, наступая на мерцающие останки бабочки. Часы пробили 6. Музей открылся на весь вечер только для богачей. Я распахнул большую дверь, она заскрипела, и звук эхом отозвался в огромном фойе музея. 7 богачей надменно вошли внутрь. 3 мужчин и 4 женщины, одетые в модные платья и пальто. Одному мужчине со своей деревянной тростью потребовалось некоторое время, чтобы подняться по ступенькам музея. Экскурсия начнется с минуты на минуту. Здесь находится вешалка для одежды. Я замолчал. В дверь тихо вошла девочка лет 8-10 в крошечном черном костюме. Ее неуверенный взгляд прошелся по фойе сверху донизу, а глаза были распахнуты большими блестящими шарами. Ее не должно быть здесь. Я не видел ее в журнале регистрации, думал я. Она здесь не выживет. Опустившись на колени, я сказал: «Здравствуйте, мисс». Девушка застенчиво высунулась из-за косяка входной двери. Ее кожа стала такой же бледной, как мраморный пол музея. Должно быть, это первый ребенок, ступивший в это богом забытое место. И не без причины. Кто из этих людей твои родители? Я изо всех сил старался сохранить теплую улыбку. Ничего. Она просто смотрела на меня 2 блестящими глазами из-под светлой завесы волос. Она не говорит, сынок. Человек с деревянной тростью откашлялся. Не разговаривала всю дорогу сюда, и сейчас не будет. На самом деле она вообще ни на что не реагирует. Одна чванливая женщина с клювастым носом повесила пальто на вешалку. Наверное, глухая. Некоторое время я стоял в раздумье. Мое лицо задумчиво менялось в свете. Я оглядел богачей, которые выглядели так, словно уже были готовы приступить ко всем ужасам музея. Взять ее с собой вместе с остальной группой на экскурсию по музею было просто невозможно. К счастью для нее, от меня требовалось базовое знание по крайней мере 20 языков, чтобы обеспечить надлежащее взаимодействие с гостями музея. В них входил и язык жестов, но я знал его довольно плохо, обычно я мог разобрать только основные слова. Снова опустившись на колени, я заговорил с ней жестами. Девочка жестом показала мне, что мама с папой отправили ее в музей, так как их вызвали в командировку. Как прошел полет? Я махнул рукой. Хорошо. Женщина с большим носом была очень раздражающей. Она хихикнула и жестом показала, что мне не нужно делать знаки руками. Она может читать по моим губам. Она мне уже нравилась. Моя улыбка больше не была натянутой, она была естественной. Тем не менее, я все еще не знал, что делать с ребенком. Она была кроликом, бегущим в открытом поле музея под прицелом орлиных когтей. Хуже того, ей предстояло встретиться с ненасытной жаждой крови, любопытством и вседозволенности богачей. Именно тогда я вспомнил пункты своего трудового договора – проводить только по одной экскурсии в вечер. Широко и уверенно жестикулируя, я встал и начал обеспечивать девочке безопасность на сегодняшний вечер. «Прошу прощения, леди и джентльмены», – воскликнул я. «Из-за непредвиденных обстоятельств сегодняшняя вечерняя экскурсия была отменена». Из толпы послышались стоны. В пункте об экскурсиях в моем контракте не было указано, сколько людей мне нужно взять с собой. «О боже, мы только что приехали!» – взревел мужчина. «Не волнуйтесь, музей полностью в вашем распоряжении». Я протянул руку, чтобы указать им на глубоководную выставку. «Пожалуйста, не будите рыбу-удильщика». Раздались стуки и визги, когда толпа исчезла в коридорах. В окна лился звездный свет, освещая лицо девочки, и в ответ она просияла от волнения. «Теперь можем спокойно начать». Однако спокойствие было ложным. Без присмотра толпа скоро найдет тот или иной способ продемонстрировать, что они ведут себя куда хуже, чем ребенок, стоящий передо мной. И этот способ наверняка повлечет за собой смерть.
«Чем ты любишь заниматься?» «Рисование», – показала она знаком. «Я знаю, куда мы пойдем. В тот вечер мы с девочкой вдвоем начали исследовать музей. Ее звали Рози, и она очень нервничала из-за всех этих страшных выставок. Мы остановились на перекрестке у художественного и музыкального зала возле коридора, ведущего к запертой двери. «Что там?» Она ткнула крошечным пальчиком в темный коридор. «Так, комната с металлической дверью. Что там внутри, экскурсовод?» «Я знаю музей от А до Я», – я заговорил. «Но надо признаться, что там я никогда не был. Закрыто и ключа нет». «О, ладно», – она угрюмо кивнула. «Да, мне знакомо это чувство». Я быстро улыбнулся, чтобы подбодрить ее, и повел ее в зал искусств. Ничего подобного она раньше не видела. Ее глаза горели так ярко, что могли бы зажечь свечу. Высокие стены и потолок зала искусств были выполнены в виде волн песка, который шипел и менял форму от движения. В какой-то момент на стенах появилась движущаяся фреска «Звездная ночь». Волны голубого и желтого песка извивались и переходили от одного известного произведения искусства к другому. На стене слева от нас была надпись «Крик». Девочка запустила пальцы в песчаный водопад, он посыпался сквозь ее пальцы, как будто она зачерпнула соль. «Это красиво». Она жестикулировала, разинув рот и глядя в потолок. Я похлопал ее по плечу, чтобы она могла читать по моим губам. «Тут не только картины. Взгляни на это». Опёршись одной рукой о маленький стеклянный шкафчик, мы заглянули внутрь него. Пара ярких туфель лежала на шелковой простыне цвета слоновой кости, переливающейся в зависимости от цвета песчаных стен. Туфли были кристально-прозрачными. Под стеклянным шкафом была надпись «Неуклюжие танцоры». Девочка не была по-настоящему впечатлена, пока я от души не хлопнул ладонью по шкафу. Стук внезапно заставил туфли ожить, и они начали задорно стучать по шелковой простыне. Один танец сменился другим, они крутились и вертелись, пока грациозно не закончили свое танго знаменитым движением «Лунная походка». «Вау, что это такое?» Она прижала руки к стеклу. Если бы она была ближе, они могли бы пнуть ее. Ну, у некоторых людей может быть хороший голос. Фантастический певческий голос. Я достал свою атласную ткань и начал протирать стекло, пока рассказывал. У некоторых людей есть чувство ритма, позволяющее им отменно плясать. А эти туфли соединяют эти две составляющие. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, прислушиваясь изо всех сил ушами, которые не могли слышать. Они были созданы где-то между 60-ми и 70-ми годами и даже помогли нескольким неумелым в танцах певцам стать суперзвездами, просто научив их танцевать. Я жестом указал ей на следующий дисплей на фоне одного из песчаных водопадов. На мгновение я уловил блеск в ее глазах. Ее волосы и яркая улыбка напомнили мне о моей дорогой покойной дочери, наполнив меня давно забытым теплом. «Держу пари, мне сейчас веселее, чем тебе, Рози». Она села. «Что это?» – спросила девочка. На столе перед ней лежала маленькая белая кучка поверх испещренной светлыми линиями каменной плиты. Я указал пальцем на золотую табличку с надписью «Шариковый камень». Ее голова повернулась ко мне в нетерпеливом ожидании. «Давай, сама увидишь». Я кивнул, и она обернулась. Ее рука схватила ручку, и та с глухим стуком коснулась плиты. Внезапно стена из песка расцвела бледно-белым цветом, создавая иллюзию холста. Когда ее рука закрутилась на плите, на стенах начали появляться и кружиться черные круги. «Нарисуй что-нибудь, Рози», — сказал я. «Плита знает, что ты рисуешь, и будет направлять тебя». Она несколько раз неуверенно покачала затылком, 8-летний перфекционист. В тот момент я ухмыльнулся, представив, как она закатывает рукава своего костюмчика, чтобы ничего не отвлекало ее от работы. Я рассмеялся, когда она действительно это сделала. «Это я?» – выдохнул я, уставившись на песчаную стену. На движущемся полотне появился мужчина с каштановыми волосами, одетый в абсолютно броский темно-бордовый жилет. Должно быть, это я. Рисунок был немного выше уровня мастерства 8-летнего ребенка, и за это мы должны были благодарить ручку и плиту, хотя Рози и прекрасно умела держать фасон. «Ух ты», — сказал я. «Получается великолепно, Рози». Однако мое внимание привлекла вторая фигура, которую начала рисовать Рози. Кто это рядом со мной? На песке возвышающейся передо мной стены появилась неуклюжая фигура, которая распускалась большими черными пятнами. Фигура выглядела знакомой, но в то же время пугающей. Из длинных черных рук торчали дьявольские острые ногти. Рози? Ничего. Она продолжала без устали строчить по плите. Существо нависло над моей фигурой на рисунке на стене. Песок тёк, существо двигалось и двигалось.
Это оживление вызывало у меня приступ тошноты. Омерзительная нижняя челюсть свесилась с длинной шеи существа. «Рози!» Существо проглотило мою голову. Тонкие карандашные зубы прорезали мою длинную, нарисованную детской рукой, шею. Красный песок внезапно забурлил и посыпался со стены на пол музея, окрасив рубашку Рози кровавым дождем. «Рози!» Я схватил ее за руку. «Какого чёрта ты рисуешь?» Она посмотрела на меня блестящими глазами, словно собиралась заплакать. «Это была не я», — показала она жестом. Я поднял ее с сиденья и опустил на пол, усыпанный крапинками красного песка. Она повернулась к стене и указала на свой рисунок. «Видишь, это ты». Мое сердце бешено колотилось. Неужели музей заставил ее нарисовать это? И дрожащая рука медленно потянулась к черной фигуре. «Это мистер Сонный». Меня затошнило. Я так старался отгородить ее от здешнего хаоса, но музей этого не допустил. «Пойдем за мной», – строго сказал я, и она взяла меня за руку. Мы быстро спустились вниз на крытую экспозицию леса. Я должен был защитить ее, больше никаких несчастных случаев. Когда мы уходили, мистер Сонный повернул голову и уставился на меня своими пустыми, ужасающими песочными глазницами. Я ей не рассказывал про него. По пути на экспозицию вдалеке мы увидели несколько посетителей. Они катались со смеху и кричали. Я повел ее за собой, крепко держа за руку. На какое-то время в лесном зале стало немного спокойнее. Я объяснил девочке, что это отчасти клетка, и успокоил ее, что свет для птиц проникает сюда днем через стеклянный потолок. Однако в этот вечер лесной зал был залит только лунным светом. Продвигаясь вглубь, мы с Рози спугнули несколько птиц, которые хрустели корой на земле. «Тише, Рози». На этот раз я показал ей слова жестами. «Да, мы должны вести себя тихо». Я указал на стенд рядом с нами, который был зажат между двумя хорошо подстриженными деревьями. Было темно, но нам удалось разглядеть очертания человека внутри. «Это дерево похоже на человека», – она махнула рукой. «Это потому что так оно и есть». Ее глаза загорелись, когда я продолжил шептать, все еще крепко сжимая ее руку. Эксперимент провалился, и мы поместили его здесь, чтобы он мог спать. Он больше не человек. Он питается через корни или съедает кого-нибудь глупого, кто осмелится приблизиться к нему. В темном закрытом лесу была тишина, но внезапно раздался хруст листьев, когда девочка с визгом прижалась носом к стеклу. «Рози», – прошептал я, – «не шуми». «Как его зовут?» «У него нет имени». Я мягко оттащил ее от стенда, хотя некоторые гости называют его спящим упырем. Он относительно безвреден, хотя однажды один из наших бедных уборщиков как-то заснул здесь и так и не проснулся. Ее рука крепче сжала мою. «Говорят, он съедает тебя во сне», – прошептал я. «А если ты очень уставший, даже спать не нужно. Сразу почувствуешь, что он пожирает». Это было все, что я хотел рассказать о нем. Она поспешно потянула меня за руку к двери. «Прости, что напугал тебя, Рози». Мы почти добрались до задней двери, когда пара голубых бабочек вспорхнула и приземлилась на ее волосы. Она почти поднесла одну из них к моему пальцу, когда позади нас захрустели листья. Один из дурацких богачей нашел нас. Он ползал в темноте, выставив перед собой руки, пытаясь что-то нащупать. Его рука наткнулась на стеклянный стенд, в котором находился человек-дерево. Идиот громко закричал, когда его пальцы скользнули по стеклу. Он тут же разбил его и, хихикая, выбежал из лесного зала обратно в коридоры. Рози попыталась высвободиться из моей хватки, но безуспешно. «Все в порядке, Рози. Пошли к задней двери». Мы быстро бежали между деревьями, хрустя корой и будя всех птиц. Дверь в вольер щелкнула. Кто-то запер нас. Я безрезультатно дернул ржавую дверную ручку сзади. Дверь сначала щелкнула, открываясь, а затем захлопнулась обратно. В ту открытую щель не пролезла бы даже моя ладонь. «Мистер Сонный идет. Что-то мешает открыть дверь», – хмыкнул я. Внезапно девушка забарабанила руками по моей ноге. Она продолжала стучать, а потом бросила напуганный взгляд на полосу деревьев, прежде чем зарыться лицом в одну из моих черных штанин, прячась от чего-то ужасного. Там, за деревьями, он возвышался неровной обугленной плотью, черной, как сгоревшее бревно. Его нижняя челюсть широко свисала, а глаза были пустыми и белыми. Он наблюдал за нами. «Рози», я обнял девочку за плечи. «Рози, все в порядке. Он не может нас достать». Девушка подняла на него блестящие глаза. «Чудовище!» Она махнула рукой. «Он не может добраться до нас, если мы хорошо выспались», – заговорил я. «Не спи, ладно?»
Я одарил ее теплым взглядом, но продлился он недолго. «Мистер Сонный». Мы смотрели друг на друга настолько долго, насколько она могла, прежде чем ее взгляд опустился на землю. «Рози, я хочу, чтобы ты спокойно ответила на мой вопрос, хорошо?» Мне пришлось переводить взгляд с нее на существо в деревьях. Рози шмыгнула носом, потом кивнула. «Ты хорошо поспала во время полета в музей?» Мои глаза метнулись к движению позади нас. Почерневшие обрубки на месте, где у упыря должны быть ноги, двигались тяжело, как перекатывающиеся бревна. Каждый медленный шаг, который он делал, заставлял его туловище корчиться с тошнотворным треском, словно его кости ломались и скручивались. Его пасть расширилась настолько, что в нее теперь могла поместиться голова Рози. «Рози, ты спала?» Снова раздался треск. «Рози!» Я видел, как мухи ползают по ее векам и рту, совсем как в том кошмарном сне по моей мертвой дочери Софии. Я вышел из себя. «Рози, пожалуйста!» – прогремел я, тряся ее. Треск приближался. Я должен был вытащить ее отсюда. Я не мог потерять ее. Только не снова. Я вскочил с колен, взвалил ее на плечи и бросился к другой двери. Ее голова некоторое время подпрыгивала, пока я бежал, но когда я сбавил шаг, то разглядел упыря. Он маячил совсем близко, всего в 20 шагах. Его туловище с бессвязным треском раскачивалось в направлениях, перпендикулярных телу. «Держись», – сказал я, прижимая Рози к груди. Я вытянул ногу и ударил ею в дверь. Проклятия, которые я шептал себе под нос, не могли заглушить тошнотворный звук позади меня. Все, о чем я мог думать, это о том, что я должен вытащить Рози, и что шаги упыря звучали медленнее. «Пролезай», – сказал я, и ее туфли шлепнулись на землю. На этот раз я смог удержать дверь после удара. Я не мог открыть ее достаточно широко, чтобы протиснуться самому, но Рози могла пролезть в щель. На долю секунды я забеспокоился о тех безумных богачах, что ждали за дверью и в коридорах. Один долгий, бесконечный кошмар. Наконец, я прорвался. Люди, которые закрывали дверь, разбежались, как тараканы под лампой. Они маниакально хихикали, разбегаясь по коридорам. «Почти попались!» Один из богачей засмеялся, но его смех начал утихать, когда он бегом скрылся за поворотом. Они не могли продолжать выходить сухими из воды. Они не могли продолжать мучить меня и музей ради своих отвратительных развлечений. «Подожди здесь», – сказал я Рози. Она лежала клубочком на полу, дрожа и всхлипывая. Я в спешке вскочил на ноги и бросился в погоню. Богатый придурок бежал и бежал, его руки бились о стены тесного коридора, по обе стороны которого находились оранжереи нашего музея. «Ты чуть не убил Рози». Я почти догнал его, он был на расстоянии вытянутой руки от меня. «Перестань убегать». Его ноги заплелись друг от друга, он врезался сначала в одну стену, затем отскочил от нее на другую, разбивая стекло и наполовину проваливаясь в теплицу. Очки слетели с его лица, кровь отхлынула от конечности и потекла к голове, когда он повис на осколках разбитого окна. Звездный свет хлынул из оранжереи и окутал его лицо зеленоватым оттенком. «Помоги мне!» – грубо взмолился он. Одна рука потянулась ко мне, призывая, чтобы я оттащил его от стекла в безопасное место. Внутри теплицы была Холли, наша венерина мухоловка с ртом такой величины, что в нее мог поместиться человек. Холли завелась и вытянулась в тусклом свете. Она была огромным, красивым растением. И самое главное – голодным. Голова мужчины откинулась назад и уставилась на растение. Он извивался и извивался, пытаясь освободиться от стекла, которое уже пронзило его насквозь. Я протянул руку, чтобы вытащить его, но остановился. Улыбка Рози вспыхнула в моем сознании, как раскаленная сталь. У моей дочери Софии была такая же улыбка. Улыбка, которую он хотел уничтожить. Моя рука отдернулась. «Вытащите меня отсюда!» – прохрипел он. «Скорее!» Я уставился на него немигающим взглядом. Потом все было кончено. Одним быстрым движением Холли проглотила его тело. Зеленые волоски ее рта плотно сжались вокруг его торса, как тиски. Я нарушил условия трудового договора, и я должен буду понести наказание. Капли густой слизи капали с губ мухоловки, руки и ноги вываливались изо рта, когда она пережевывала человека. Когда я вернулся к Рози, я взял ее за руку и сжал ее ладонь. Я держал ее за руку долгие часы, пока машина за ней не подъехала ко двору музея. Разбитое стекло и сбежавшие экспонаты, как правило, составляли большую часть ущерба, и следующие несколько часов после экскурсии я провел подметая. Когда все ушли, мне оставалось только сидеть за столом в приемной и ждать восхода солнца. Я нарушил договор, позволил гостю умереть от моей руки.
Наверное, все гости были мерзкими, но этот особенно должен был умереть. Тепло Рози, которая держала меня тогда на плаву, рассеялось через несколько часов после того, как в музее стало тихо. Все снова стало безжизненным. Я скучаю по своей дочери. Мне жаль, что я не смог защитить тебя, как Рози. На следующей неделе меня будут продолжать мучить следующие, более богатые посетители. Но выхода не было. Я подумал об экспозиции океана, в которую заходил вечером. Рыбоудильщик и я одинаковы. Я люблю тебя, София. Обмякнув за столом, я лежал весь разбитый и в синяках. Я опустил голову на скрещенные руки, готовясь унестись в царство Морфея. Надеюсь, ты не приснишься мне, моя дочка. Я не хочу больше видеть мух. Какое-то время все было спокойно, но затем произошло нечто весьма любопытное. Впервые за 15 лет в музее зазвонил телефон. На этой неделе я оттирал зеркало рассеянного сознания в паранормальном крыле музея. Задача этого зеркала была проста. Глубокая темно-синяя и сверкающая галактиками поверхность зеркала прочитает в ваших глазах самые глубокие ужасы и страхи из тайников вашего разума и отразит их на зеркале, словно срисовав их прямо из вашего сознания. Если быть до конца честным, я ужасно боялся чистить зеркало. Я ненавидел видеть искаженное лицо моей дочери, смотрящее на меня, или ожившие ужасы музея, пожирающие мою плоть. Да, я говорю о тебе, Мариетта. Я высунул голову в большой дверной проем и посмотрел на пластиковую куклу за стеклянной витриной. Ткань из микрофибры стирала кровь и грязь с углов золотой декоративной рамы зеркала. Она тянулась по лепнине горгульи и стекала вниз. Я тер и тер, пока зеркало не стало чистым до скрипа. Затем я увидел искаженное изображение своей дочери, тянущей свою руку к моей. За моей спиной показались ожившие, ужасающие экспонаты музея. Я закатил глаза, оставшись невпечатленным этой картиной. Уборка унесла мои мысли в облака, и я уже думал о музее, а не о предстоящем открытии. Страх кроется в незнании. И этот страх жил во мне так долго, что я уже привык к тому тянущему чувству в животе, которое он создавал. Страх от незнания и волнения кусал местных посетителей и богачей, как бешеная собака, а меня он уже не пугал. Стены музея и экспонаты оставляли меня равнодушным, в отличие от жестоких и больных сознанием посетителей. Действия музея были предсказуемыми, а действия злобных богачей нет. И каждую неделю у меня не было другого выбора, кроме как противостоять тем, кто посещал музей, и приспосабливаться к их странному и отвратительному поведению. Это был тот же самый страх, который охватил меня 15 лет назад перед подписанием договора при устройстве на работу в музей. Страх, который я испытал в свои 20 лет, возникший из-за того, что узнал, что рак моей дочери нельзя вылечить без химиотерапии. Мы были молоды, моей зарплаты не хватало на дорогостоящую терапию. Я был несостоявшимся отцом, который не мог ничего, кроме как смотреть, как София увядает, и наблюдать, как ее радостная улыбающаяся душа просачивается сквозь мои пальцы, как песок. Так было до того дня, как я увидел странное объявление в газете. «Требуется экскурсовод», — гласило оно. Когда я увидел, сколько за это платят, я представил радостную улыбку моей дочери. Перед моими глазами мелькали ее будущий выпускной, ее свадьба, ее второй шанс на жизнь, подальше от жестокой болезни. Контракт на работу экскурсоводом в частном музее был прост, но неумолим. Зарплата была огромной, достаточной, чтобы решить мои личные проблемы и помочь моей семье. Хотя в документе и присутствовали довольно странные пункты, большинство из которых заканчивалось так. В случае нарушения настоящего договора сотрудник подлежит немедленному увольнению и обескровливанию. Это буквально означало последующее мое убийство. Мне было 20 с чем-то, и я был в отчаянии, и утешил себя, подумав, что это была просто глупая шутка. Ни одна организация не убивала непослушных сотрудников. Моя жена, однако, не нашла это забавным. Отчаявшись, я подписал договор ради своей дочери, и музей держал меня в своих челюстях 15 лет. Договор был бессрочным, и досрочное расторжение приводит к одному – обескровливанию. Это была неизвестная организация, и никто не услышал бы моего крика, даже Бог. И в этом месте Бога не было, только богатые и знаменитые. На прошлой неделе, когда я поднял трубку, до моего уха донесся знакомый голос. Это был голос кого-то, кого я слышал раньше, звучащий глубоко, словно его произносили толстые губы. Это был управляющий музея, и я не разговаривал с ним 15 лет, с того самого дня, как он вручил мне мой контракт. «Привет, мальчик», – прогудел он. В древнем музейном телефоне послышалось шипение щетины. «Кто это?»
– пробормотал я. Он разразился смехом толстяка. «О, ты не помнишь?» Мой желудок сжался, когда я наконец узнал голос управляющего. Мы немного поговорили, но разговор тот был коротким и пугающим. Управляющий был понимающим человеком, но за его игривым тоном скрывалось скрытое и неудовлетворенное желание жестокости. Он был таким же, как и все остальные. После короткого разговора он кашлянул в трубку и сказал: «Парень, я хочу сказать, что ценю твою преданность музею. Действительно ценю. Насчет списка гостей на сегодняшний вечер». Он замолчал, бормоча какую-то тарабарщину и что-то читая. «Да-да, сегодня вечером на мероприятии будут присутствовать 5, 4 из которых гости». Я кивнул сам себе, но почему он звонил мне? «Последний посетитель не является гостем. Он будет исполнять твое вышеупомянутое обескровливание». Кажется, у меня остановилось сердце. «Прошу прощения», — сказал я. «О, не все так плохо, парень. Если посетитель недееспособен и не в состоянии выполнить этот пункт твоего договора, убить тебя, то мы ждем тебя на работе на следующей неделе, по расписанию. Ура!» Телефон отключился. Неделя после той ночи была мучительной. Каждый момент бодрствования мой разум напоминал, что кто-то придет в музей, чтобы прикончить меня. Я предполагал, что этот риск всегда был, но сейчас все было по-другому. Кто бы это ни был, его единственной целью было убить меня. Закончив полировать зеркало, я посмотрел на часы и направился к огромному фойе. Беспокойство, а также мой выворачивающийся желудок почти заставили меня забыть, что я должен накормить зубную фею. Я поднялся по лестнице и прошел по коридорам, по пути миновав запертую стальную дверь. Я никогда не открывал ее, и это всегда щекотало мое любопытство, хотя без ключа, а внутрь было абсолютно невозможно попасть. Кроме того, на это не было времени. Гости должны были прибыть через 15 минут, как и мой палач. В конце плавных стен выставки искусств был тускло освещенный дверной проем, в который я редко входил. Снаружи на большом золотом плакате над входом была надпись «Зубная фея». Комната внутри представляла собой темное кубическое пространство с выкрашенными в черный цвет стенами. Единственный прожектор освещал картину, висевшую в центре дальней стены. На холсте было нарисовано ужасающее лицо страдающего человека, который выглядел как безволосый горящий труп. Его рот и глаза были пустыми отверстиями, в открытых впадинах которых можно было различить множественные белые точки. Зубы. Рот и глазницы, усеянные сотнями зубов. Нам подарила эту картину женщина, которая заметила, как лицо с картины на стене ее спальни двигалось. Очевидно, ни один торговец с произведениями искусств не согласился бы отдать ее просто так. Наши уборщики хранили зубы от трупов наших покойных посетителей по особой причине. Конечно, это ужасно, но совершенно необходимо. Из кармана темно-бордового жилета я вытащил горсть окровавленных зубов и аккуратно вставил их в оправу декоративной рамки. Ежемесячное кормление стало ритуалом, поэтому монстр не покидал картину и не бродил по коридорам. Я ненавидел те моменты, когда случайно забывал его покормить. Тогда он выползал с холста и слонялся по коридорам в поисках меня. Я посмотрел на часы. Было 5:59. Музей вот-вот должен был открыться. Быстро поправив жилет и причесавшись, я спустился по мраморной лестнице в просторное фойе. Двумя руками я распахнул огромную дверь. Как обычно, богачи неторопливо вошли в музей, высоко подняв головы. Мой блуждающий взгляд быстро сканировал и оценивал их. Любой из них мог стать моей погибелью. В группе из 5 человек было 2 мужчин. Один толстый и коренастый, другой тощий. Из 3 женщин 2 были костлявыми и пугающими на вид, как пугало с длинными напыщенными волосами. Наконец, последней была дама, довольно бледная и красивая, с маленькими глазами, пепельно-черной челкой и конским хвостом, обрамлявшим лицо. Эту женщину я выделил больше всего. Ее сдавал не высокий хвост, а скорее ее манеры женщины среднего класса. Она держалась с гордостью трудолюбивой деловой женщины, довольной и счастливой своим офисным графиком с 9 до 5, а не величием, подкрепленным миллионами долларов и несколькими поместьями. Неужели это она? Я провел их через пару выставок, проходя по коридорам со стеклянными стенами между нашими теплицами, где Холли съела человека неделю назад. Они хлопали огромной венериной мухоловке, когда та извивалась в свете вечерних звезд, не обращая внимания на ее ужасную историю. Хотя, возможно, кто-то из них знал об этом происшествии. Тот, с кем говорил управляющий, должно быть, знал все. Мы остановились в паранормальном крыле. Некоторое время они смотрели на Мариетту,
а затем переключились на что-то другое. «А что здесь внизу?» – сказала женщина, потянув за одеяло витрины. «Взгляните», – сказал я, отодвигая ткань дрожащей рукой, как фокусник, испуганный неудачным трюком. У него не было ни человеческого рта, ни зубов. Его морда представляла собой длинную волосатую трубку придаток мухи. В раскаленном свете под определенными углами можно было разглядеть его черные глаза. Они выцвели до черноты после многих лет мучений и изоляции в его стеклянной тюрьме. Его лицо было угольно-черным, а не серым, так же, как и его долговязое тело, которое прорезали крылья и колючие конечности сквозь волосатую плоть. В огромных выпуклых глазных яблоках виднелся сетчатый узор. Он, не мигая, смотрел на нас через стекло. Одно деформированное крыло жужжало и щелкало. Он двигался. Наполовину человек, наполовину муха. Под витриной на золотой табличке было написано «Вельзевул». Женщина с длинным хвостом наклонилась и вытаращила глаза, со стуком прижимая свои накрашенные ногти к стеклу. Когда она повернула голову, чтобы сказать «Разве он не должен быть на выставке насекомых?», существо в стекле тоже повернуло свою отвратительную голову, как будто оно понимало ее, как будто он чувствовал ее насмешку. Из толпы послышалась пара смешков. Одна моя челюсть сжалась. Они расстраивали его. Да, он был там изначально, вытер потную ладонь о брюки. Его передали в музей анонимно, описав его как результат эксперимента химического оружия. Дама задумчиво кивнула, за стеклом что-то зажужжало. Однако, продолжил я, наша команда быстро опровергла это. Наш музей не мог понять, что это за существо и что с ним случилось. И вот он застрял здесь, в паранормальном крыле. Это трагично, но необходимо. Я лично верю, что человек, который привез его, думал, что мы были его последним средством избавиться от него. Внезапно одно волосатое щупальце уперлось в стекло, как больное черное копыто. Меня затошнило, и я хотел было двигаться дальше, но вопросы продолжали сыпаться. «Почему его так назвали?» – раздался сзади мужской голос. В теологии Вельзевул был одним из 7 князей ада. На угаринском языке это имя переводится примерно как «повелитель мух». Мой взгляд на мгновение поймал существо в витрине, склонившее голову набок, как сбитая с толку собака. Отвратительная, трубчатая морда раскачивалась взад и вперед. «Оно может думать, как ты или я. Мы не знаем», – сказал я. В этот выставочный зал приходит не так много сотрудников, не говоря уже о попытках взаимодействия с экспонатами. Вытянув одну руку вперед, я повел толпу дальше. Какое-то время мы шли дальше, пока я не заметил, что женщина с черным хвостиком все еще прижимается к стеклу, таращась на тело человека-мухи. «Мэм?» Она пару мгновений указывала на него указательным пальцем, прежде чем заговорить. «Я хочу попытаться поговорить с ним. Похоже, ему больно». «Я не думаю, что это хорошая идея». «Ты, наверное, проходишь мимо него каждый день, когда работаешь здесь», – перебила она. Ее тон обжигал меня, как раскаленный уголь. «Проводишь экскурсии, убираешь шкафы, и ни разу ты не пытался выяснить, остался ли он внутри человеком». Ее палец метнулся по стеклу к его выпуклой, волосатой черной голове. Я некоторое время смотрел на нее и размышлял, было ли у нее сострадание. Нет, я сглотнул. Неужели это она, женщина, посланная управляющим, та, которая попытается убить меня? Если она приблизится к человеку-мухе, то она погибнет, хотя, возможно, и я заодно. «Мы должны двигаться дальше», – заявил я. Она фыркнула. «Нет, я не думаю». Леди кивнула головой в сторону витрины. «Откройте его. Вы можете попытаться поговорить с ним через стекло». Я постучал костяшками пальцев по стеклу. Она уставилась на меня акульями глазами. «Со стеклом он животное. Без него мы равны. Я хочу поговорить с ним как с таковым, а теперь открой этот чертов шкаф», – прогремела она. Я больше не мог ясно мыслить, слова управляющего преследовали меня. Это должна была быть она, верно? Она собиралась освободить Вельзевула и убить нас. И все же у меня был план. Моя дрожащая рука сжала главный ключ и медленно вставила его в замок. Внутри мерзость возбужденно кивала своей трубкой взад и вперед. Тысячи его глаз видели свежее мясо. Он был голоден. Женщина протянула руку и забралась в шкаф к существу. Ее дорогие туфли с визгом заскользили по полу. Она говорила храбро, но, оказавшись перед возвышающимся, уродливым существом, на ее бледном лице выступила гримаса ужаса. В этот момент она поняла, что хочет уйти. Спина женщины все еще оставалась снаружи на случай, если она захочет выйти. Очевидно, она не осмеливалась зайти внутрь полностью. Мое сердце выпрыгивало из груди. Она собиралась выпустить его,
и Вельзевул высосет мою плоть через свою трубку, как огромный клубничный молочный коктейль. Дышать было тяжело, я чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Без предупреждения я пнул женщину вперед. Моя нога уперлась ей в спину, и она, кувыркаясь, упала в ограждение и ударилась о дальний конец стекла, вскрикивая. Я быстро закрыл и запер дверь. Сегодня управляющий не получит мою голову. Я нашел ее. Это она хочет моей смерти. «Помогите мне!» – закричала она. Вздохи толпы позади меня звучали так, как будто они хрипели в воздушные шары. Я оперся одной рукой о дверь. «Вы хотели поговорить с ним с глазу на глаз?» Мерзость оживилась. Колючие пучки торчали из его волосатой насекомообразной плоти. Он расправлял свои омерзительные разорванные крылья и бил ими о стекло. Он был готов к пиршеству. «Какого чёрта ты делаешь?» – крикнул один из мужчин позади. Я повернул к нему голову. «Подчиняюсь». Внезапно стучащие о стекло кулаки женщины сделали то, чего никогда не могли сделать хрупкие ножки насекомого. Она разбила стекло шкафа изнутри и вырвалась на пол с каскадом стекла. Один из напыщенных богачей рассмеялся. Он развернулся, чтобы убежать, но жужжащее чудовище поймало его. Из своей стеклянной тюрьмы он брызнул слизью из трубки, и она покрыла лицо человека как желе, усеянное маленькими черными мухами. Это было похоже на то, что происходило в моих кошмарах о Софии. Личинки проедали дыры в его плоти, в щеках. Он попытался отползти, но личинки уже съедали его. Он закричал, и остальные посетители тоже закричали. Мухи забились ему под щеки и выползли из уголков глаз. Под кожей появились красные зияющие дыры, которые лопались, как воздушные шары, наполненные кровавой краской. Мухи были даже в его дёснах, и мужчина закричал. Он кричал и кричал, пока не замолк, а я обнаружил, что остался один рядом с его трупом, покрытым мухами, которые ползали и извивались под его кожей. Я упал на колени, и меня вырвало на мраморную стену. Моя рука вдруг наткнулась на лужицу его крови на полу. Обескровливание. Трубка рот Вельзевула присосалась к одной из икр мужчины и высосала его плоть с чавканьем, похожим на звучание сатанинского пылесоса, всасывающего мясной суп. Я не заметил, как с четверенек перешел на бег, умудряясь сохранять равновесие и задевая рукой мрамор на стенах, оставляя следы кровавых линий, так называемое гротескное произведение искусства, которое могла оценить только зубная фея. Мои ноги скользили по полу, когда я огибал углы, пробегая мимо живой стены и глубоководной выставки. В конце одного коридора мой взгляд упал на длинный хвост, который метнулся в музейный театр. Она что-то замышляла. Ее план провалился, теперь она придумала что-то еще, чтобы убить меня. Внутри театр был огромным и богато украшенным, с рядами сиреневых сидений, обитых шелком. Мраморные балконы простирались над сценой, как огромные белые облака. Маленькие отверстия софитов испускали лучи света из углов потолка и сцены театра. Мерцающий ярко-синий горбатый кит выплыл из входа рядом со мной, проплыл над рядами сидений и растворился в стене. Капли от его струи воды ударили мне в лицо, как капли дождя, и я ощутил это так, словно моих щек коснулись холодные пальцы. На короткое время наш театр и его голограммы стали реальными. Брюнетка этого не знала, хотя она была моим палачом, так что, может, и знала. Я медленно спустился по лестнице. Она дрожала, крича на меня со сцены, а ее голос эхом отдавался в огромном зале. «Убирайся! Убирайся от меня!» Я шагнул ближе, потом еще ближе, а она не переставала кричать. Ты запер меня в шкафу с...» Когда она замолчала, свет потускнел до кромешной тьмы. Вот-вот должно было начаться следующее представление. Внезапно театр сотрясли загремевшие трубы, прожекторы осветили одинокого голографического солдата, чистящего винтовку справа от стены. Следующим представлением было военное действие, которое я видел уже много раз. Мое сердце билось в груди. Человек-муха рыскал по залам в поисках пищи, и мы были к нему ближе всех. Я кричал во все легкие, умоляя ее уйти, стараясь перекричать громкий рев труб. Женщина попятилась, слезы текли по ее лицу, размазав тушь. Словно одержимый музеем, солдат закончил чистить свое оружие, повернулся и одарил меня отвратительной улыбкой. Когда он заряжал винтовку, в белом свете мелькнули отвратительные острые зубы. Я смотрел это представление сотни раз, но он сделал это впервые. Я закричал, трубы гремели и гремели. Женщина продолжала пятиться назад, прочь от меня, на линию огня солдата. Мой рот был разинут, а крик грохотал в легких, беззвучно вырываясь из горла. Голографическая пуля пронзила ее череп, словно молоток, столкнувшийся с мясистым кокосом. Кусочки крови и мозга пятнами окропили мой темно-бордовый жилет.
и голографический солдат показал свои зубы. Я вспомнил о зеркале, которое мыл до этого. Рассеянное сознание. Оживший, ужасающий призрак медленно опустился на одно колено и начал заряжать свою винтовку следующей, несуществующей пулей. Я спотыкался о сиденье и ступеньки, когда бежал со сцены ко входу, а пули стреляющего призрака разрывали сиреневую ткань стульев. Меня бы снова стошнило, если бы мне не пришлось бежать. Вельзевул тащился со мной из дальнего конца коридора. Его колючие, крючковатые ноги скрежетали по мрамору. Жужжание издевательски звучало сзади, когда деформированное крыло подергивалось в звездном свете, заливавшем его волосатую грудь. Крики гостей, метавшихся по музею, как потревоженные муравьи, все еще раздавались в фойе. Моя рука потянулась ко входной двери музея. Госпожа Палач была мертва, а мои глаза были залиты запекшейся кровью. Я больше не мог этого выносить. Я потянулся, чтобы открыть дверь, и... В музее зазвонил телефон. И снова мне показалось, что мое сердце остановилось. Я отпустил холодную дверную ручку своей дрожащей рукой и поднялся по лестнице, вытирая потную руку о штанину. Я неохотно потянулся к телефону. «Алло?» – тихо сорвалось с моих губ. «Ой, экскурсовод!» – послышался голос тучного управляющего, затягивающегося сигаретой. «Твое наказание было исполнено. Никто из сегодняшних гостей не был особенным». Я проглотил горькую слюну. У меня перехватило горло. «Что вы имеете в виду?» Они все были добровольцами среднего класса, которым оплатили роскошную поездку на экскурсию в частный музей. Никто из них не должен был исполнить обескровливание. И, мальчик, ты доказал, что принадлежишь этому месту. Или как? Я швырнул телефон на стол в приемной, звук пластика эхом разнесся по фойе и зазвенел у меня в ушах. Холодное чувство наполнило мою грудь. Ужасное осознание посетило меня. На этой неделе гости не делали ничего особенно ужасного. Я сам устроил им ад из страха потерять собственную жизнь. Моим наказанием от управляющего никогда не была смерть. Это было мучение. Неужели я тоже чудовище? Какое-то время я плакал в фойе, не обращая внимания на крики и кровавую бойню, развернувшуюся по всему музею. Слезы текли по моему лицу и пачкали документы погибших гостей. Мои руки все еще дрожали от страха и ужаса перед ищущими меня чудовищами музея. Вельзевул приближался. Мне не нравилось то, кем я становился. Я должен покинуть этот музей любой ценой. В музее было 2 двери, за которые я никогда не заглядывал, и они преследовали меня с самого первого моего рабочего дня. Я не знал, что находится за первой дверью, и это пробуждало во мне зудящее любопытство. Мысли о ней не покидали мою голову с тех пор, как несколько недель назад музей посетила та самая маленькая девочка, которая поинтересовалась, что за ней скрывается. А вторая дверь вела на выставку Джонни острого языка, которую я не рисковал открывать из-за своего неподдельного ужаса. Джонни острый язык стал виной тому, что Мариетта, предыдущий экскурсовод, сошла с ума. Говорят, что его пластмассовый язык говорит только горькую правду или сладкую ложь. Свой выбор в пользу того, сказать правду или ложь, он делает в зависимости от того, что принесет ему большее развлечение в его отдаленной камере в углу нашего паранормального крыла. Его помешанный ум творит только хаос, который видно после последствий его жестокости. Мариетта слишком хорошо это знала. Кукла подавливала своей ложью разум Мариетты, искажая его как расплавленное стекло под своей горячей волей. В конечном итоге психика Мариетты не выдержала, и пластификаторы, которые она употребила, сделали свое дело. Она ломалась и ломалась, пока не исчезла вовсе, превратившись в живую куклу, поддавшуюся острому языку Джонни. Она поверила его лжи, ввела себе в вены пластификатор и стала куклой прямо как и он. Она решила порадовать музей, порадовать Джонни, но при этом в ее искалеченном теле не осталось ничего, кроме ее измученной души. В тот день, когда я решил уйти из музея, шел снег. Моя рука уперлась в холодное оконное стекло, покрытое белыми разводами льда, и тепло легко рассеялось из моей ладони, как сигаретный дым. Много лет назад, когда я только начинал работать экскурсоводом в музее, мне сообщили, что рак забрал мою дочь. Письмо, извещение – это все, что я получил от онкологического отделения. Больница сообщила мне о том, что моя дочь скончалась на почте, а это означало, что она умерла за несколько дней до того, как документы прибыли ко мне. Сам факт этого потряс меня. Я решил, что лучше буду жить с бременем хаоса, творящегося в музее, чем продолжать жить в этом жестоком мире, где умирают дети.
Я помню, в тот день тоже шел снег. Прежде чем решиться пойти к Джонни, чтобы позволить его ядовитым словам помутнить мой разум, так же, как он сделал с Мариеттой, глядя на снег, я вспомнил, как я держал руку своей дочери на рождественских представлениях, и ее лицо, всплывшее у меня в голове, умоляло меня продолжать жить. В тот день я не навещал Джонни. До недавнего времени я не чувствовал необходимости уходить из музея. София, мой мир, мой ребенок, умерла. Зачем мне вообще уходить? Я мог бы остаться и видеть ее обезображенное отражение в зеркалах музея. Здесь София была со мной, и я никогда не был одинок. Остановившись, чтобы взглянуть на огромное фойе, я вспомнил, что я тоже был своего рода экспонатом в этом музее. Бедный экскурсовод, на которого можно давить. Человек, переживший 15 лет мучений. Посмотрите на его пустые глаза, вероятно, подумали богатые посетители. Посмотрите, он мертв изнутри. Больше никаких страданий. Моя дочь не хотела бы, чтобы я вот так зачах, стал пешкой в руках богатых и знаменитых. Либо свобода, либо смерть. Направляясь к Джонни, я шел мимо запертой железной двери, мимо выставки искусств, вниз по лестнице у живой стены, прямо на выставку паранормальных явлений. Но что-то вдруг привлекло мое внимание. Это была Мариетта, ожившая пластиковая оболочка предыдущего экскурсовода, запертая в своем стеклянном шкафу. Она натянуто щелкнула бледными суставами и затрепетала тяжелыми веками. Она была мертва и выставлена на показ как экспонат, но ее душа все еще была очень даже живой. Душа, которая подняла руку и прижала ее к стеклянной стене своей тюрьмы, как бы говоря: «Остановись, экскурсовод. Посмотри, что Джонни сделал со мной и что он собирается сделать с тобой». «Прости, Мариетта», — думал я. «Хочешь верь, хочешь нет, но Джонни поможет мне покинуть это ужасное место». Я был так сосредоточен на организации своего плана побега, что почти забыл покормить Эрни. Я никогда не забуду Эрни. Слева за коридором выставки насекомых и находилась выставка животных и эволюции. Откровенно говоря, она была довольно скучной, но Эрни всегда выделялся для меня как волосатый, когтистый большой палец. Я быстро зашагал по мраморным залам, поднимаясь на балкон, который простирался над выставочным залом открытой планировки. С балкона, выходящего на его загон с железной решеткой, я бросил Эрни головки фиолетового и зеленого салата, который он жевал с легким влажным хрустом. Эрни был кротом размером с медведя, и у него был секрет. Он был добрым великаном, и я любил его. В этом отвратительном месте было трудно найти хоть одну добрую душу, и поэтому я сохранил его тайну. Я нашел яму, которую он прорыл в саду музея, и никому об этом не сказал. Если я не смогу сбежать, то пусть хоть он сможет. Я боялся и поэтому не торопился возвращаться в паранормальное крыло. Визит к Джонни неизбежно закончится злом. Я думал, что достаточно хорошо подготовлен, чтобы понять, говорит ли мне Джонни правду или ложь, и поэтому, в случае чего, я смогу скорректировать свой план побега из музея в соответствии с новой информацией, которую он мне даст. Если бы он солгал, я бы понял это и действовал бы от противоположного, то есть правды. В отличие от Мариетты, за моими плечами есть 15 лет работы экскурсоводом. Будучи свидетелем всех ужасов музея, мой разум превратился в стальную крепость. Хотя я просто надеялся, что Джонни не сможет затуманить мой разум так же легко, как он сделал это с Мариеттой. Мой ключ коснулся заржавевшего замка и с лязгом повернулся. Одним медленным неохотным рывком я открыл дверь в комнату куклы-чревовещателя в первый и, надеюсь, в последний раз. С моей стороны было глупо предполагать, что спустя 15 лет там все еще будет работать освещение. Я повернулся, чтобы вытащить фонарик, и мой взгляд упал на Мариетту, стоявшую позади меня в своей стеклянной камере. Она с отвращением отвернулась от комнаты, в которой умерла много лет назад. Я судорожно сглотнул и ударил фонариком по ладони. Джонни сидел на черном табурете в центре маленькой комнаты. Свет моего фонарика осветил его бледную кожу, которая ярко контрастировала с его детским смокингом. От уголков его губ прямо вниз к подбородку шли толстые красивые линии, врезающиеся в его пластиковое лицо, образуя рот. Его голос был хриплым, но все же сочился тошнотворным энтузиазмом. «Привет, Майкл!» Его слова уже сломили меня. Я не слышал этого имени много лет. Наверное, лет 10. Мне повезло, что я вообще помнил его, ведь меня уже 15 лет называют просто экскурсовод. Но как? Как он мог?
приятель!» Его глаза свободно блуждали в глазницах влево-вправо, как катящиеся шарики, пока он говорил. «Как дела, Майкл?» Ни на его причесанных волосах, ни на костюме не было пыли, чего и следовало ожидать от ожившего пластмассового ужаса, который поддерживал порядок, бродя по своей комнате. Его губы всегда улыбались, когда он наклонялся в сторону. «И как моя девочка?» Его неподвижное тело-манекен пошевелилось и уставилось через мое плечо на Мариетту позади меня. «О, разве она не великолепна сейчас, Майки? Посмотри, как блестит пластик!» «Это отвратительно», – подумал я. «И...» Джонни повернул ко мне свою жесткую голову, ухмыляясь при ярком свете фонаря. «Как же твоя девочка? Лежит в могиле, Майки?» Мой желудок упал. Я бы оторвал его крошечную отвратительную голову в одно мгновение, если бы он не был мне нужен. Кукла рассмеялась с угрожающим визгом. «Ха-ха-ха! София, она гниет в земле?» Мой кулак сжался, и свет от моего фонарика затрясся над ним, как свет от качающейся люстры. «Наверное, по ее щекам ползают черви, а, Майки? Ха-ха-ха! Хватит!» Я внезапно взорвался. Эхо моего голоса какое-то время разносилось по пустым залам музея. Некоторое время он спокойно сидел на табурете, свободно болтая ногами в воздухе, как ребенок, сидящий на краю пирса. Он уставился на меня ужасающими стеклянными глазами и дьявольской улыбкой, которая никогда не сходила с его лица. В 6 часов я ухожу из музея, навсегда. Я сглотнул, наблюдая за каждым его движением в поисках намеков на правду или ложь, которые вот-вот должны были вырваться из его пластикового рта. Что ты об этом думаешь, Джонни? Его голова внезапно несколько раз повернулась, когда он заговорил. «Ух ты, дружок! Мне нужно о многом подумать. Я знаю». Некоторое время я наблюдал, как его кукольные глаза закатываются, а в глазницах замелькал только белый цвет. Он размышлял. «Ты не найдешь никакой свободы снаружи, Майки!» Его рот механически открылся и закрылся, когда он заговорил. «Хотя ты найдешь свободу». Его крошечная рука поманила меня наклониться ближе, и я это сделал. Он говорил шепотом. «Через железную дверь». «Что?» Он откинулся на спинку стула. Только пластиковый квадратный подбородок плясал на свету, когда он смеялся про себя. «Хе-хе-хе!» Я немного поразмышлял об этом. Эта железная дверь была запечатана с тех пор, как я пришел на эту ужасную работу. Он продолжал посмеиваться про себя, прежде чем внезапно замолчать. Его глаза были прикованы к стеклянному шкафу позади меня. «О, Мариетта!» Он издал детский крик. Я захлопнул дверь и запер ее. Будучи вне напряженной атмосферы этой комнаты, я почувствовал, что снова могу дышать. Если бы только я мог вытянуть из Джонни больше информации, помимо этой откровенной лжи. Я не послушаюсь его глупости о свободе за железной дверью. Все, что мне нужно сделать, это просто сбежать из музея, как я всегда и думал. Когда я взглянул на часы и увидел, что время уже без 5:06, я выскочил в огромное фойе. Гости прибудут уже через несколько минут. Высокая, дорого украшенная дверь музея открылась со своим обычным механическим стоном. Я протиснулся мимо мужчины с бородой, припорошенной снегом, и его пышное пальто почти коснулось моего лица от дуновения холодного ветра. Мадам Погода была против меня этим вечером, но план уже был в действии, и план состоял в том, что я должен бежать. Я чуть не упал, когда один из богатых придурков схватил меня за руку, когда я побежал вниз по лестнице. Я не мог точно расслышать, что он сказал, ветер звенел в моих ушах как музыка, и этот звук мне нечасто удавалось слышать внутри этой тюрьмы для богачей. Это было прекрасно. Каждый шаг в широком замерзшем саду музея отдавался мягкой тишиной под моими ботинками, топающими по снегу. Я не оглядывался, пока не достиг деревьев. Когда я это сделал, то заметил несколько мужчин, которые бросились за мной в погоню. Я рванулся вперед сквозь колючие кусты, делая широкие шаги по пересеченной местности, как лошадь, которая идет гордым галопом. Порезы и царапины от веток казались освобождающими. Это было больно, но не больнее хитроумных экспонатов музея. Напротив, это были отрезвляющие удары дикой непредсказуемой свободы. «Я почти свободен, София». Я чувствовал тепло, исходящее от моей дочери, которая улыбалась, глядя на меня сверху. Она хочет, чтобы я был свободен. «Экскурсовод!» Глубокий голос одного из моих преследователей эхом покатился по лесу, и мое сердце подпрыгнуло в моей хрипящей груди. Они приближались. Почему они вообще охотились за мной?
Я оставил дверь широко открытой для них. «Развернитесь и сожгите музей дотла, вы ужасные ублюдки!» У меня не было никаких сомнений, что если я остановлюсь, один из богачей вышибет мне мозги из черепа острым камнем. Как смею я, страдающий проводник, угрожать их веселью и убегать в лес? Быстрые хлопки и хруст коры позади меня заставили мои уши насторожиться. Шелковый ворот моего жилета схватил сердитый сжатый кулак, который дернул меня назад, заставив упасть в грязь. Я со стоном поднял голову, мои суставы ныли, а кожа горела, как ожог от ковра на всем теле. Посетитель музея, восседавший на моей груди, был всего лишь силуэтом. Его сидеющие волосы освещал лишь свет звезд над его головой. Холодные пальцы коснулись моего горла, сжимая его. Извиваться влево и вправо было тяжело, ноги упирались мне в грудь. Хлопья снега мягко падали на мое лицо, обжигая меня холодом, когда его ладонь сжимала мою шею. Я замахнулся и ударил его кулаком по почке, но он не унимался. Звезды над головой стали размытыми, мои глаза начали медленно закрываться. Тогда я зажал один из своих ключей между костяшками пальцев и ударом проткнул ему бок, а он покатился вниз по заснеженному склону. Схватившись за свое фиолетовое сдавленное горло, я двинулся вперед. Но мне все еще не хватало воздуха, чтобы продолжать бежать. «Стой!» – позвал меня голос. С каждым шагом снежный покров, казалось, становился все гуще, но я все же еще мог бежать, сопровождаемый отчетливым хрустом снега под моими ногами. Я не мог остановиться, не тогда, когда я был так близко. Прямо передо мной на заснеженной земле стояло большое здание, которое я никогда раньше не видел. Оно было гораздо меньше, чем музей, но больше, чем гостевой дом, в котором я спал в выходные дни. Склад. Мне не потребовалось много времени, чтобы доковылять до него и ворваться внутрь. Запах гнилого дерева и плесени внутри склада заползал мне в нос, как невидимые острые пальцы. Полосы звездного неба проникали через заколоченные окна, покрывая стены и пол кривыми светящимися полосами серебристого блеска луны. Внутри было пыльно и неопрятно. Сухие грязные частицы осели в моем горле, щекоча его. Пыли в здании было так много, что когда я закашлял, она заколыхалась, как вздымающийся пар. Силуэты всех форм и размеров выстроились вдоль стен и полок, большинство с прикрепленными к ним листами бумаги. Это было пристанищем списанных экспонатов, или их адом. Позади меня раздался глухой стук, когда кто-то толкнул дверь и потянул ее, пытаясь последовать за мной внутрь. С потолка при каждом сотрясении двери падали стружки осыпающегося дерева. Это затхлое место не могло долго удерживать озверевших богачей снаружи. Пока мое сердце бешено колотилось, перед моими глазами вдруг вспыхнуло лицо моей покойной Софии. «Думаю, мы скоро увидимся, дорогая». Я, спотыкаясь, двинулся вперед, кашляя и оглядывая мрачный склад, когда глухие удары стали еще свирепее. Мне нужно было что-то, чтобы выбраться отсюда, что угодно. «Куда это ты собрался?» Из-под двери донесся приглушенный мужской голос. Это был тот же самый человек, который душил меня несколько минут назад. Его тон был напряженным и взбешенным. Я представил, как его лицо покраснело, а вены на шее торчали, как толстые корни деревьев из-под земли. Мои холодные пальцы обхватили одну из досок поперек окна и дернули ее. Заколочено. Из моих вариантов – бегство или борьба – оставался только последний. Раздался глухой звук. Дверь не поддавалась, но это было ненадолго. Одна из полосок света, льющегося в темное пространство, осветила что-то стеклянное в нескольких метрах от меня. Я подошел ближе, и с каждым шагом половицы издавали предсмертный хрип. Когда я подошел достаточно близко, чтобы разглядеть, что это было, в моем животе разлился холод. Существо, к которому я приблизился в тусклом свете звезд, было аниматронным чудовищем, похожим на гуля. Клочья его коричневого, искусственного и обветшалого меха слиплись в шарики черного жира. В его стеклянных глазах были крошечные, ужасающие черные зрачки. Это было старинное чучело обезьяны в человеческий рост с медными тарелками в руках. Желтый поролоновый наполнитель вывалился из живота чучела, обнажая ржавые металлические шестерни его механизма. Я старался не смотреть ему в глаза из страха, что он посмотрит на меня в ответ. Мне все еще нужно было быстро придумать, как защитить себя. В дверь не переставали стучать. К мохнатому уху небрежно были прикреплены несколько выцветших и пыльных листов. Я сдул пыль с бумаги одним сдавленным выдохом. На ней было написано название экспоната
Келси. Детский механический талисман, который был создан, чтобы призывать помнить о важности здоровых зубов и десен. Я не замечал этого до сих пор, но из меховых губ обезьяны торчали большие и устрашающие человеческие зубы. Аниматронная обезьяна, которая говорила детям, чтобы они почистили зубы, конечно. И вышел из строя. 1983 год. Причина – чрезмерные склонности к убийству. Подписано и утверждено Мариетта. Мы с Мариеттой связаны нитями времени после всех этих лет в музее. Это, должно быть, был особенно страшный экспонат, если его отправили гнить на склад. Я не мог поверить, что нашел что-то, что когда-то списала Мариетта, предыдущий экскурсовод музея. Это заставляло меня чувствовать себя менее одиноким. Я не чувствовал такого привкуса глубинного и гнилого страха уже более 10 лет, с того времени, когда я еще не был знаком с тем, что скрывалось за богато обставленным интерьером музея. В этот вечер я снова оказался за незнакомой и парализующей от страха территории. Почему мне не сообщили об этом месте? Я бы списал Джонни острого языка в мгновение ока, если не ради себя, то хотя бы ради измученной души Мариетты. Без предупреждения механическое чучело пришло в движение. У меня кровь застыла в жилах, когда я увидел золотые радужные лампочки, мерцающие на том месте, где раньше были безжизненные шарики глаза. Его челюсти дико скрежетали, клацая и раздвигаясь. Когда он очнулся от своего сна, он на какое-то время опешил, видя глазами, которые были безжизненными вот уже десятилетия. Он повернулся ко мне. Сверкающие шестеренки и желтые глаза сосредоточились на том, кто нарушил его сон. «Кэл-Кэл!» Динамик пытался петь детским голосом, но ржавая электроника могла выкашливать только искаженный шум. Когда он наконец завел мелодию и зашагал, я направился к двери. «Келси-ням, келси-ням, молоко полезно для костей. Выпейте его скорей». Моя рука нащупала ручку двери. Я отшатнулся и упал на гнилой пол, когда мужчина пнул дверь. Механическое чучело позади меня пело и пело, а его тарелки продолжали грохотать. «Кости, кости, кости, крепкие зубы, чтобы кусать. Чисти, 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 чисти зубы и спать». Рука незваного гостя тут же снова нацелилась на мое горло, но я был быстрее. Я быстро повернулся, поймал одну из его рук и сцепил их за спиной в замок. Извернувшись, я развернул его брыкающимися ногами вперед на Келси. Хлопающее тарелками аниматронное чудовище медленно приближалось. В его открытой груди вращались шестеренки. Тарелки звенели, они грохотали, пока шестеренки не зажали оба ботинка мужчины, когда он попытался оттолкнуть обезьяну. Но я держал его крепко. Мужчина некоторое время кричал, его ноги заживал неподатливый механизм чучела, разбрызгивая повсюду кровь и разрывая кожу. «Кальциням, кальциням, молоко полезно для костей, выпей ты его скорей». Когда-то детский голос, доносившийся из динамика, стал прерывистым и глубоким, как у поющей поздравительной открытки с умирающей батарейкой. В тот момент я мог только надеяться, что моя дочь не смотрит на меня сверху, наблюдая, как я отвратительно улыбаюсь, когда мой богатый преследователь корчится и кричит в моих сцепленных руках. «Закрой глаза, если ты смотришь, дорогая. Папа скоро будет свободен». Человек кричал и кричал, а голос умирающего динамика все пел и пел. «Кальциням, кальциням». Металлические шестеренки проглотили его икры. Его хрящи лопались, а кости загибались и ломались с леденящим желудок треском, когда Келси заживал его бедра, пропуская их через свои шестеренки, словно мужчина был куском мяса в мясорубке. Я отпустил его только тогда, когда он наконец обмяк. Криков больше не было. Все, что было слышно в пыльной комнате, это механическое вращение и лязг шестеренок ожившего чудовища рядом со мной. Какое-то время я сидел в темноте, пока он доедал его целиком. Было приятно наконец-то дать отпор, но я не должен был так упиваться этим. Звук хрустящих костей, звук его крика, гаснущего как потушенное пламя. Я больше не собирался быть тем, кого пытают и мучают. Я собирался стать свободным. Говорят, неведенье – благо. И лучше бы я тогда не посмотрел на изуродованные останки человека. Лучше бы я не видел, что он не был никаким богачом, что он и вовсе не был посетителем. Я бросил на него пристальный взгляд в тусклом лунном свете, освещавшем его комбинезон и блестящие ключи, и вдруг осознал ужасающую реальность. Он был охранником музея. Я убил человека, который просто пытался выполнять свою работу. Нет, я этого не делал. Не я. Это музей убил его.
Хотя в глубине души я, кажется, знал, что несу за это ответственность. И что мне, возможно, даже понравилось наблюдать, как он умирает. Но пора было двигаться дальше. Я быстро наклонился, схватил металлическую зажигалку и связку ключей, прежде чем оставить чучело спокойно доедать свой ужин. Большинство ключей были длинными и, судя по всему, идентичными моим. На улице шел снег. Мне пришлось прищурить глаза, чтобы сориентироваться здесь, вдали от территории музея. Какое-то время я бесцельно бродил по обжигающему снегу, максимально увеличивая расстояние между собой и музеем. Погода была безжалостная, а я был плохо одет. В какой-то момент, когда я, спотыкаясь, шел по ледяной пустыне, раздался звонок от управляющего музеем, и мне даже показалось, что я ослышался. «Ты никогда не сможешь покинуть музей, Майкл!» Голос гудел в динамике. «Вы двое связаны друг с другом!» У меня стучала челюсть, я видел, как изо рта вырывается пар. «Эти деньги, — продолжал куратор, — которые получаешь за управление чем-то подобным, не думай, что твой контракт закончится, если ты покинешь границы музея, сынок. Запомни это». Он говорил снисходительным тоном. Все, что я мог слышать в течение некоторого времени, было звяканье открывающейся зажигалки и звук управляющего, подтягивающего сигарету по телефону. Время от времени налетал сильный порыв ветра и срывал с меня пальто. «Я думаю, тебе пора умирать, мальчик. Видите ли, у нас даже есть новый экскурсовод, который тебя заменит. Все кончено». «Освобожусь». Мой голос был медленным, и его трудно было расслышать из-за стучащих зубов. Управляющий усмехнулся. «Нет, Майкл, не освободишься. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты позволил этим людям, которые так одиноки на вершине финансовой горы, этим богатым и знаменитым, которые находятся под постоянным осуждающим взглядом, тем, кто сродни музейным экспонатам, за то, что ты позволял им все это здесь, где они не являются самими собой. В нашем музее они становятся зрителями, а не экспонатами для газет или публики, и ты сыграл важную роль в таком успехе музея». Дышать было нелегко. Воздух кружился и охлаждал мои легкие, как ментоловая жвачка. «Я ухожу, чтобы быть свободным!» Слова с трудом срывались с моих губ. «Прощай, Майкл». Он повесил трубку. После того, как звонок закончился, я некоторое время шатался по местности. Из-за переохлаждения мой воспаленный мозг приказывал мне двигаться в любом направлении. У меня не было никаких шансов вернуться в музей в таком бреду. Однако хотел ли я вернуться? Нет, конечно нет. Было холодно, и я устал. Я лег в сугроб снега под деревом. Мое онемевшее лицо больше не чувствовало вечерний снежный ветерок. Я прилягу ненадолго. Немного посплю на холоде. Ненадолго. Я откинул голову назад, позволяя векам закрыться, и звезды над головой спели мне последнюю колыбельную. Мне показалось, что созвездия походили на лицо моей дочери, и я улыбнулся. Если я достаточно крепко сжимал горсть снега, мне не казалось, что я умираю в одиночестве. Мне казалось, что кто-то держит меня за руку, и страх начал улетучиваться вместе с ветром. Но снег в моей руке был волосатым и теплым, и он дышал. Холодная куча под моей рукой взметнулась в воздух с фырканьем, словно из носика кита. Его коричневый мех выглядел неестественно на фоне снежного поля. Он почти ничего не видел своими черными глазами-бусинками, но знал, что это я. И я знал, что это он. Эрни. Я быстро зарылся в ямку, из которой появилась розово-коричневая голова Эрни. Внутри ямы было трудно что-либо разглядеть, но там было намного теплее, чем на поверхности. Зажигалка, которую я вытащил у охранника, больше не дрожала из-за ветра, и я смог разглядеть хвост и розовые задние лапы крота в мягком свете, когда он начал пробираться по туннелю обратно к музею. Я с трудом полз, ориентируясь только на зажигалку и Эрни, который вел меня. Тепло вернулось к моим конечностям и волнами распространилось по телу. Кстати, зажигалка была не единственной вещью, которую я нашел на теле охранника. На связке ключей, которую я взял, был необычный длинный и изогнутый ключ, которого я никогда раньше не видел. Тот, которого у меня не было. Ключ от железной двери. Я, наконец, открыл запертую дверь. К тому времени, как я вернулся в музей через туннель Эрни, я уже выплевывал частички грязи. Во рту чувствовался привкус земли, которая также прилипла к моим поцарапанным локтям. Когда я, наконец, появился в вечернем свете, проникавшем через окна здания,
Я погладил Эрни по его пушистой коричневой голове, на что он отозвался сопением и фырканьем. Из коридора раздалось напыщенное кудахтанье. Кто-то из богачей засмеялся, закидывая заплывшую голову назад. Вытирая грязь с циферблата своих часов, я увидел, что уже 9 часов. Гости уже 3 часа бродили по музею, и я не хотел даже думать о том, какой невообразимый ущерб они нанесли. Я уже собирался выйти через дверь выставки «Животные и эволюция» в фойе и направиться к запертой двери, но внезапно началось что-то, отчего мое сердце словно остановилось. По всему музею один за другим начали взрываться осколками стекла стеллажи, в которых размещались экспонаты. Оглушительные удары эхом разнеслись по коридору, по этажам надо мной и по оранжерее. Это была симфония битого стекла, грохочущего по всему зданию, какофония надвигающегося безумия. Воздух внутри музея стал вязким, обжигающим. Я, его экскурсовод, глаза и уши этого места, пытался покинуть его навсегда, и в ответ здание взорвалось горячей яростью. Музей возненавидел меня за попытку побега, и экспонаты были отпущены на волю. В залах некогда хихикающие гости замерли в тихом замешательстве, но тишина быстро переросла в крики, а безумие переросло в слепой страх. Стеклянные стеллажи продолжали взрываться вдалеке, осыпаясь на мрамор, как грохочущий град. В тот момент острого ужаса мне пришло в голову, что сам музей был экспозицией, ящиком Пандоры для богачей, и, оглядываясь вокруг на яростно взрывающееся стекло, в котором хранились наши драгоценные артефакты, я понял его послание. Если он не мог заполучить меня, то и никто другой не сможет. Двое мужчин в отчаянии ворвались в комнату, убегая от невидимого ужаса. На их лицах были полярно противоположные выражения. Под нахмуренными бровями одного скрывался страх, а челюсти другого были сжаты невидимыми болтами презрения. Мистер Испуганный и мистер Злой – жесткая дихотомия, которая показала их противоположные чувства перед лицом смерти. Они знали, что умрут здесь, на этом отвратительном кладбище богачей, и звук битого стекла, который был приговором от музея, доставлял им эйфорию. «Что происходит?» Голос мистера Испуганного раздался беспомощным гулом. «Где ты был?» «Я был...» Затаив дыхание, ответил я. Потому как их поведение начало успокаиваться, было очевидно, что они почувствовали себя относительно непринужденно в, казалось бы, скучном крыле о животных. Я бы почувствовал то же самое, если бы мой взгляд не поймал хамелеона длиной в палец, ползущего по запястью мистера Злого. Другой мужчина уловил, на что я смотрю, посмотрел вниз на предплечье мистера Злого, и его выпученные глаза выглядели так, будто они могли выпасть из орбит. «О боже», — сказал человек с хамелеоном на локте. «Я читал об этом. На постере. Как это получилось?» Его голос дрожал. Я вытер потную руку и начал пятиться. Все это меня не касалось. Я должен был сбежать из музея и должен был узнать, что находится за железной дверью. «Он укусит меня, да? Он ядовитый, верно?» Мистер Злой взвизгнул. «Сними это с меня к чертовой матери!» Я отступил назад маленькими шажками. Хотя нет. Без предупреждения мужчина снял его со своей кожи, одним большим пальцем надавив на шею хамелеона, чтобы обнажить его клыки. Мистер Злой с силой швырнул рептилию в другого мужчину, и ее пасть прилипла к его коже, как дротик в мишень. И он рассмеялся. Люди, которые приезжали сюда, никогда не менялись. Укушенный человек начал перевоплощаться словно хамелеон. По крайней мере, рана на его шее расцвела оранжевыми и фиолетовыми красками. Чешуя под его челюстью начала переливаться под лунным светом, но человеческие клетки никогда не предназначались для подобной маскировки, поэтому, когда его кожа начала менять цвет, то лицо исказилось гримасой боли. Боль явно была такой сильной, что могла свести его с ума. Хотя худшее, от чего могло вывернуть желудок, было только впереди. Хамелеон не был ядовитым, но его укус заставлял клетки человека мутировать. Когда его человеческая оболочка больше не могла выдерживать стресс от превращения в хамелеона, пятна чешуи, в которые превратилась его плоть, вскоре стали прозрачными, как стекло. Прозрачные участки кожи мужчины пошли кругами, медленно, но верно разрастаясь, как лужи под дождем. Он хотел схватиться за перила своей мерзкой прозрачной рукой, но он не знал, что мутация делает его кожу тонкой, словно бумага. Заостренные кости пальцев прорвали кончик его хрупкой бумажной кожи,
как колючие скобы, когда его рука коснулась дерева, и он закричал. Мистер испуганный упал на одно колено, единственную конечность, которая все еще оставалась прежней. Когда он упал, я увидел его печень и сердце. Сквозь его прозрачную спину я мог разглядеть все органы и бегущую кровь. Мутация хамелеона начала распространяться на его позвоночник и череп, а его кожа и другие кости уже были прозрачными, как стекло. Когда он закричал, из его рта не вырвалось ни звука, только тошнотворные слезы, которые появились после того, как его хрупкая прозрачная шея сломалась под тяжестью его мозга. Его голова с треском упала с плеч на мраморный пол. Наблюдая, как его кожа на лице отслаивается, превращаясь в полупрозрачную пыль, я вспомнил ядовитых стеклянных бабочек, которых мы разместили на нашей экспозиции насекомых. Я бы не удивился, если бы именно так они изначально появились на свет. Я ненадолго ощутил нечто приятное после того, как увидел смерть этого богача. Когда мое сердцебиение утихло, я вспомнил, каким уязвимым он выглядел с обнаженными органами. Как, должно быть, он испугался за мгновение до того, как его голова отделилась от тела. Его воспоминания, его надежды и страхи, и его раздутое эго – все закончилось в одно мгновение, когда его мясистый кусок разума встретился с мраморным полом. Как же это было приятно. Другой мужчина вырвал меня из моего мгновенного экстаза, словно погружая меня в ледяную ванну. Мистер Злой дико размахивал передо мной молотком и едва не попал мне в переносицу. «Мы в полной заднице из-за тебя!» Его голос хлестнул меня жгучим обвинением. Он снова попытался ударить меня, но промахнулся, потому что я успел увернуться. Я бросился к двери, и мои ноги заскользили, когда я повернул в коридор в сторону фойе. Разгневанные посетители, взрывающиеся стеллажи, София – это все слишком, думал я. Я знаю, что ты наблюдаешь за мной, дорогая. Я собираюсь освободиться. Я неохотно прошел мимо железной двери и быстро поднялся по парадной лестнице в фойе. Я собирался открыть ее сегодня вечером и выйти на свободу, как и сказал мне Джонни. Но прежде мне нужно было убрать со своего хвоста того богатого придурка. Пол внутри экспозиции искусств был усеян осколками стекла стеллажей, из которых сбежали экспонаты. Когда я вошел в комнату, я сразу же направился прямо к задней стене. Надо мной на золотой табличке красовалась надпись «Зубная фея». Мистер Злой последовал за мной в тускло освещенное помещение, крепко держа свой молоток на одном плече. «Тебе больше некуда бежать, экскурсовод!» Мужчина повернул налево, потом направо. «И оживших уродов, готовых исполнять твои приказы, тут тоже не осталось, да?» Его глаза осмотрели пол в поисках каких-либо уцелевших экспонатов. Но зубная фея не слушала моих приказов. И ей не нужны были разбитые стены стеллажа, чтобы освободиться. Только глубокий тошнотворный голод, который урчал в ее животе и требовал перемолоть кости очередного посетителя. Рука пепельного цвета оторвалась от картины рядом со мной и медленно потянулась. Нити масляного пергамента, похожего на кровавый деревянный сок или сироп, свисали с ее рук и шеи, когда она вылезла из холста. На ее лице не было глаз, голова была половинчатой, и на ней была только челюсть, рот и щеки. Мужчина обернулся, но пальцы зубной феи были быстрыми, а ее голод – сильным. Она спрыгнула с холста, крепко прижав его к земле. Его рука обмякла, молоток выскользнул из схватки. Мое сердце бешено колотилось, по коже побежали мурашки, но смотреть, как ожившая картина вырывает у мужчины зубы, было опьяняюще. Внутри меня горело мерзкое ощущение веселья, когда я подсчитывал количество зубов, которые упырь должен был вырвать с корнем, прежде чем слова мистера Злого превратились бы в мокрое неразличимое месиво. 6, 7. Когда зубов не осталось, фея принялась за его губы. Она отрывала розовые нити, вырывала нервы и вены. «Помоги!» – булькнул мужчина. Я улыбнулся в ответ, потому что замученный экскурсовод, которым я когда-то был, отказался его спасать. Возможно, его спасли бы зубные протезы. И вот я поднял молоток злого и оставил его там истекать кровью. Фойе музея было таким же, как всегда. Богато украшенным и величественным. Я посмотрел на мозаичный потолок и рассмеялся. Я спускался по лестнице, а оркестр взрывающихся стеклянных витрин и криков заглушал звук моего смеха.
Ужасающий музей для богатых и знаменитых был хаосом, полным абсурдом, и тем не менее он поглотил меня целиком. У меня был ключ от железной двери, и с ним моим страданиям придёт конец. Я чувствую, что ты тоже улыбаешься, София. Папа уходит. Коридор был не очень далеко, а значит, железная дверь тоже. Уже недолго, София. Ты будешь так гордиться мной. Мой желудок сжался. Я не ожидал, что за железной дверью будет стоять управляющий на своих 2 коротких ножках, которые выглядели так, словно держали на себе тыкву и готовы были вот-вот треснуть. «Майкл!» – строго сказал он, почти прижимаясь спиной к холодному металлическому барьеру позади него. «Пожалуйста, не делай этого!» Железный молоток в моей руке ярко сиял. Я направился к управляющему и двери. «О боже!» – сказал управляющий. «Ты сошел с ума! Это ухмылка!» Он покачал головой. «Музей захватил тебя, не так ли?» Я поднял пальцы и потрогал свои губы. О боже! Как долго я уже улыбался. Как долго? Если ты повернешься и уйдешь. Его хриплый голос дрожал. «Мы не придем за тобой. У тебя есть выбор, Майк». Некоторое время я размышлял. Холод от снега снаружи проникал через разбитые окна фойе и леденил мои кости. Я видел, как из моего рта вырывается пар. «Можешь уйти на пенсию, будешь свободным. Проживи те годы, что тебе остались. Или войди в дверь, и ты никогда не покинешь это место. Это сломает тебя, мальчик. Это сломает её». Он покорно поднял руки вверх. «Пожалуйста, Майкл, ты хочешь уйти?» Я хотел ответить. Я хотел сказать «да», но музей придержал мой язык и мою руку. А молоток все раскачивался и раскачивался. Каждый удар был наполовину Майклом, наполовину музеем, но все это, каждый треск его черепа, каждый всплеск мозга управляющего под моим молотком, было местью за 15 лет мучений. Оказалось, превратить его череп в осколки костей и булькающий фонтан на удивление легко. Струйки крови бежали по белому полу, как длинные ветвистые черви. В тусклом вечернем свете серых оттенков жизненная жидкость управляющего выделялась особенно ярко. Мое дыхание с трудом вырывалось сквозь улыбающиеся зубы, испещренные красной краской. Он мертв. Он действительно мертв. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отдышаться, но когда я наконец это сделал, я пошарил в кармане в поисках ключа и вытащил его. Он вошел в замочную скважину на удивление легко, как будто дверь регулярно открывали. Но этого не могло быть. Я бывал здесь раз в неделю, и она всегда была крепко заперта. Железная дверь со стоном открылась. Круглые светильники рядами украшали короткий металлический коридор, ведущий ко второй двери, уже деревянный. Над дверью была золотая табличка «Следующий», и мой желудок резко сжался. Там жирным шрифтом было написано «Следующий экскурсовод». Я неохотно подошел ко второй двери и потянул ее. Если я и улыбался тогда, то вскоре моя улыбка исчезла. Розовые обои, которыми были обклеены стены внутри помещения, кое-где отклеивались загнутыми клочьями, за исключением одной стены, которая была в хорошем состоянии. Скорее всего, потому что она была украшена полароидными снимками. Полки были завалены плюшевыми мишками, пол – одеждой, потолок – волшебными гирляндами. Я подошел к стене с изображениями и оперся на нее одной рукой, вглядываясь внимательнее. Когда я взял в руки одну из фотографий, я уловил запах железа от засохшей крови на моих руках. Фото было сделано 3 года назад. В центре кадра был управляющий, тогда более стройный, а рядом с ним стояла девочка-подросток со светлыми волосами, убранными в аккуратный хвостик. Они улыбались. И еще один полароидный снимок отлепился от стены, когда я потянул его. На белой полоске под фото была надпись «День рождения Мухоловки». На изображении был куратор и девушка, на этот раз моложе, рядом с гигантской венериной мухоловкой, которую мы держали в оранжерее. Эта фотография была сделана в музее 2 года назад, когда я здесь уже работал. Что это за место? Дойдя до конца стены, я взял самую раннюю фотографию 15-летней давности. Тощий управляющий с пышной шевелюрой, каким я никогда его не видел, сидел рядом с больничной койкой. Под снимком надпись «Рак отступил».
Справа от фотографии на кровати рядом с управляющим была та же самая девочка, но в 5-6-летнем возрасте. У нее были ярко-голубые глаза и... София! Розовая комната закружилась, меня чуть не вырвало. Этого не может быть. Этого не могло происходить. Управляющий был прав. Я сходил с ума. Я схожу с ума, я собираюсь... Папа? Ее слова были тихими, отстраненными и испуганными. Ее голос разорвал меня надвое. Я обернулся. Те же глаза, та же улыбка. Моя малышка стала старше. Ей было чуть за 20. В конце концов, прошло 15 лет с тех пор, как я в последний раз слышал ее голос. «София!» Слова сорвались с моих губ дрожью. Какое-то время я плакал, пока она обнимала меня. Я думал о том, как управляющий подделал больничное извещение о смерти моей дочери, которое я получил так много лет назад. Я недоумевал, что София все это время была прямо у меня под носом, запертая в клетке как животное, из которой собирались сделать следующий экспонат. А через несколько минут я мог думать только о ее улыбке. Когда она отстранилась от меня, ее взгляд упал на осколки черепа управляющего, которые прилипли на мой темно-бордовый жилет. Нам нужно было многое наверстать и о многом поговорить, но после того, как она увидела, что было на моем жилете, ее улыбка исчезла, а блеск в ее глазах погас. Рыдая, она села на кровать. «Где ты был?» – спросила она. «Прямо здесь, в музее, милая. Раз в неделю. В остальные дни я был за пределами выставки, но недалеко», – заговорил я. «Они не разрешали мне посещать музей в выходные дни, потому что проводилась уборка». Она задыхалась, пытаясь начать говорить, и ей потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. «Нет, они не убираются», – фыркнула она. «Пап, в эти оставшиеся 6 дней управляющий показывал мне музей и рассказывал все о нем. Она указала дрожащим пальцем на полароидные фотографии на стене. Он говорил, что я буду великим экскурсоводом и буду наслаждаться каждым моментом, проведенным здесь. Прямо как ты. Я вспомнила о золотой табличке над дверью. Следующий экскурсовод. Мне казалось, что мое сердце вот-вот разорвется. Этот мир был проклят. Дорогая, неважно, что он говорил. Он ужасный человек. Он воспитывал тебя, чтобы ты была... Я крепко зажмурился, делая глубокий вдох. Я не хотел говорить ей, кто он такой. Не хотел говорить ей, что ее жизнь была ложью, а ее опекун был монстром. Он ухаживал за тобой, дорогая, как за скотом на убой. Ты будешь пешкой в руках богачей, как и я. Она покачала головой. Нет, это неправда. Это не так. Она вскочила с кровати и бросилась к двери. Управляющий мой друг. Он бы этого не сделал. Я закричал. Он такой же плохой, как и все остальные, милая. Послушай меня. Они все монстры. Все они. Все эти уроды, которые посещают этот богом забытый дом ужасов. Она никак не могла видеть посетителей. В те ночи, когда я проводил для них экскурсии, она пряталась за дверью. Она не понимала мою бессвязную болтовню и просто рыдала. Я подошел, чтобы взять ее за руку и успокоить, но она закричала. «Убирайся от меня!» Я почувствовал себя беспомощным. «Послушай меня, пожалуйста», — сказал я. «Эти богачи ужасные. Они приходят сюда раз в неделю, ты просто не видишь их, потому что заперта». Она побежала к двери. «София, не надо!» Ее туфля чмокнула, встретившись с темно-бордовой лужей крови, которая собралась за дверью. Она кричала и кричала не только потому, что стояла рядом с телом управляющего, лицо которого было превращено в кровавую кашу из сломанных костей и плоти моим молотком, но, возможно, и потому, что в тот момент она знала, что ее отец был... «Монстр!» Слова слетели с дрожащих губ Софии. Ты монстр, папочка!» Я подошел, чтобы взять ее за руку, обнять и сказать, что все в порядке и что мы свободны, но она оттолкнула мою руку и закричала. «Я не монстр, милая. Мой голос был тихим и умоляющим. Она отступила от меня. Бледный лунный свет хлынул внутрь и обнажил кровавые следы на мраморном полу музея там, где раньше ступали ее туфли. Глядя на лежащее на полу тело, она не видела ни отвратительного человека, который мучил меня в течение 15 лет, ни человека, который похитил ее и готовил ее стать следующим экскурсоводом. Все, что она увидела в безжизненном теле управляющего музея, это остатки честного человека, который вырастил ее вместо отца.
а я размозжил его мозг по мраморному полу. Она бросилась бежать по коридору, завернула за угол и спустилась по ступенькам, по которым уже много раз ходила раньше. Я закричал ей вслед и бросился в погоню. Когда я, наконец, снова увидел ее, она остановилась посреди фойе в нескольких шагах от двери. Вельзевул и зубная фея слонялись по коридорам, теперь медленно пробираясь к нам. Мерзости музея не бродили бесцельно. Они искали меня. Музей искал меня. Он не собирался отпускать меня на свободу. Ее светлые волосы были повернуты ко мне затылком, когда она пыталась справиться с дверным замком. София взвизгнула, когда я прошел мимо нее, вставил свой ключ в дверь и повернул. Мое сердце бешено колотилось. Ключ, который исправно открывал дверь в течение 15 лет, не проворачивался в замке. Я продолжал крутить ключ и вертеть запястьем, ругаясь, когда в фойе показались экспонаты музея. Конечно, она никогда не откроется. Не этим вечером, потому что что-то было не так. В музее не было экскурсовода. Вельзевул махал своим сломанным крылом, втягивая и вытягивая свою отвратительную трубку изо рта, как соску. Когда они доберутся до нас, они выдернут мои зубы и сожрут плоть с моих костей так же легко, как вареное мясо. София будет следующей. Нет, она собиралась освободиться. Пол заскрипел, когда Вельзевул протащил свою искривленную колючую ногу по мрамору. Все ближе и ближе. И вот тогда я понял, что мне нужно сделать. Мои руки широко раскинулись. «Экскурсия продолжится в 10 часов. Пожалуйста, оставьте свои пальто на вешалке в фойе», – сказал я, и мой голос эхом разнесся по музею. Царапающиеся и бьющиеся звуки прекратились. «Это то, что ты хотел услышать?» – закричал я музею. Два ужасающих экспоната застыли на месте. «Это то, что ты хотел?» Я замолчал, упав на колени. Слезы текли по моим щекам и капали на украшенный пол. Музей был бы доволен иметь такого экскурсовода, как я или София, но в конце концов, это всегда предназначалось для меня. Всегда. Из-за двери позади меня раздался щелчок, и мы с Софией обернулись. Снег медленно опускался на землю через большой дверной проем, ведущий в сад. Мне удалось разглядеть блеск черного седана управляющего, припаркованного у крыльца снаружи. «Видишь?» – сказал я. Я взял Софию за руку и крепко сжал ее холодную ладонь своей. «Этот музей проклят. Люди, которые его посещают, прокляты». Потянувшись вперед, я обхватил ее бледную щеку другой рукой, прежде чем она смогла вывернуться. «Посмотри, во что я превратился! Посмотри на меня!» Глядя в нее, я видел свою малышку, свой мир, свое все. София была здесь, и она была настоящей. Она была жива. «Посмотри на меня, дорогая». Слезы текли по моему лицу, оставляя пятна на воротнике рубашки. «Возможно, ты не считаешь меня своим отцом», – пробормотал я. «Больше нет. Но я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя, София». Когда ее влажные глаза встретились с моими, я понял, что она не видела своего отца. Она видела музей. Я рад этому, потому что если бы она не разглядела во мне проклятие музея, то она могла бы захотеть остаться. «Я всегда буду любить тебя, моя девочка». Мне нравится вспоминать то, как она улыбнулась в тот момент, но, возможно, это была лишь игра моего воспаленного разума. Я отпустил ее руку, оставив ключи от машины управляющего в ее дрожащей ладони. «Сядь в машину и уезжай», – сказал я. Она шмыгнула носом и кивнула. «Езжай и не останавливайся, пока не окажешься в безопасности, милая». Джонни был прав насчет того, что дверь принесет свободу, но не мне. Музей завладел мной так же, как и Мариетта, и я никогда не смогу уйти. Но София могла. «Прощай, папа». Впервые за много лет моя улыбка была теплой и искренней. Ложные воспоминания о ее будущем промелькнули в моих глазах, когда я наблюдал, как она вдыхает холодный воздух, стоя на ступеньках снаружи. Перед глазами замелькали первый день Софии на ее настоящей работе, улыбка на ее лице на свадьбе, как ее дети идут в школу. Мои глаза пристально наблюдали за ней, пока она не исчезла в снежном вечере в машине управляющего. Когда я подошел к музею, экспонаты продолжали бродить внутри, и в здании было тихо. Я поставил пластинку с вальсом, прежде чем начал подметать стекло с холодных полов музея. Экспонаты, конечно, вырвались наружу, но я все же прожил здесь 15 лет.
Музей защитил меня от своих экспонатов, потому что я был его экскурсоводом. Обходя первый этаж здания, я заметил одну стеклянную витрину, которая не разбилась в тот суматошный вечер. Именно тогда, когда я проходил мимо крыла паранормальных явлений, я увидел ее. Ее рука уперлась в окно, ее стеклянной тюрьмы и пальцы со скрежетом соскользнули вниз. «Пошли, Мариетта», — сказал я, когда мой ключ плотно вошел в стеклянный шкафчик. Музыка из проигрывателя была божественной мелодией струн и души, песня, под которую можно было танцевать. Когда я и прежний экскурсовод музея направились в главное фойе, я вдруг почувствовал легкость в своей походке. Свет от звезд над мозаичным стеклянным потолком музея окрасил мраморное фойе в красивый лазурный цвет. Мои пальцы пробежались по холодным пластиковым пальцам Мариетты, и мы взялись за руки, стоя под ночным небом. Ее лицо было кукольным, но это не имело значения. Внутри нее все еще была душа молодой женщины, которая когда-то ходила по этим залам, и она была потрясающей. В тот вечер она могла снова почувствовать себя молодой и живой. Я держал Мариетту за руку, и мы медленно танцевали в лунном свете. Мы с прежним экскурсоводом закружились в вальсе, поворачивая налево, потом направо. Мы кружились под звездами.